привет. Привет, привет. Так. Не сохранилось, что ли? Так, сейчас. Ну, вроде тут и там работает. Ну, кому как. Окей. Вижу и там, и тут. Да, море сегодня будет. Закончим, наконец. Ой, уже надо заканчивать. Ты аниме смотришь, кстати? Я вот сегодня сейчас вот досмотрела предпоследнюю серию Человека-бензопилы. И там одна серия осталась. Хочу досмотреть потом. Так, что игра где? Где игра? А что, не понравилось? Так, сейчас, секундочку. Ну там серии 25. Они будут долго выходить. Вообще лучше сразу посмотреть, наверное, чем ждать. Так, вот мы тут остановились. Вот она, эта буква. Еще сегодня посмотрела. «Школа мертвецов». Тоже все серии глянула. Здравствуйте. Ой. У меня, кстати, вот этот один крокодайл, там забрал... Сколько забрал он у меня? Что-то 2 с чем-то тысяч до этих гребешков, что ли. Охренеть просто. Ну, не прям все. 2 осталось же еще. Welcome to Black Space. С первого раза надо было соглашаться на его условия. Ну да, по сути. Просто я думала, может, там выпадет, типа, чуть дешевле. А он, оказывается, все больше и больше, короче, стал вытягивать денег.
Отсюда я, короче, выбежала еле-еле. Чтобы побыстрее где-нибудь сохраниться. Ща. Соберу гребешки. Ух ты, а там чё? Там дно? А, туда надо? А, окей, сейчас. А, это конец дороги. Ладно. Идем. Через пропасть протянут веревочный мост. Хотите его пересечь? Подводный мир. Вау, только взгляните на это место. Тут так много крутых растений. Спорим, Базилу бы тут понравилось. Базил, ему бы тут понравилось. Правда, ребят? Да, точно бы понравилось. Чего? Что такое? Слушайте, у меня серьезный вопрос. Тут кто-нибудь помнит, как Базил выглядит? Почему ты спрашиваешь, Хира? Смотрите, Базил любит ухаживать за цветами, фотографировать друзей. Он искренний, спокойный и вежливый. И даже когда он расстроен, он всегда улыбается. Остальное начинает потихоньку забываться. Все в порядке, у меня тоже, Хира. Я вроде все еще скучаю, но трудно вспомнить почему. Но это ведь ничего не меняет. Даже если нас подводит память, мы все равно должны его спасти. Базил наш друг, и что важнее, ему нужна наша помощь. Ты права, Обри. Думаю, мы слишком долго прибыли вдали от Базила. Но я уверен, что мы его найдем. Пока море помогает нам не сбиться с пути. Все это время Базил нас ждал. Может, он потерян, напуган или ему одиноко. Готова поспорить, он бы сейчас не отказался от объятия. Значит, когда мы снова будем вместе, нам всем обязательно нужно очень хорошо его обнять. Хе-хе. О, приятно видеть, как вы вдвое внезапно друг с другом ладите. Я бы вас обоих сейчас обнял. Чего? Мы с Кэллом ладим? А, о, о чем ты говоришь, Хира? Что за глупости? Ха-ха, успокойтесь, я просто шучу. Держись, Басил. Базил, мы уже близко. Скоро мы все будем вместе. Это что такое? Ой, это что? Пробел, у твоих воспоминаний есть цена. Чтобы прояснить одно, другое должен окутать мрак. И все же, все воспоминания когда-нибудь развеются. Возможно, ты уже заметил проклятие глубочайшего колодца. Возможно, ты уже заметил проклятие глубочайшего колодца.
Пустота. Со временем ценности меняются. Тебе пора выбрать, что оставить, а что отбросить. Не у каждого есть этот выбор. Люди — коллективные существа. Твой предел — то, что тебя определяет, что делает тебя человеком. Нам надо найти кого-то, типа. Ух ты. Как неожиданно и неприятно. Ничто. Когда настигают проблемы, всегда есть выбор сбежать от них. Но однажды ты обнаружишь, что бежишь в одиночестве. Господи. Ой. Там что было? Шифр. Солнце светило ярче, когда она была здесь. Ой. Ой, что такой долгий путь куда-то, неизвестно куда. Ой. Есть. Полость. Когда ты в прошлый раз упал в глубокие воды, ты правда был спасен или же проклят? На тебя возложено непозволительное бремя. У тебя есть сила изменить будущее. Что будешь делать, грязящий? Что будешь делать? Ой. Как далеко ты зайдешь, чтобы спасти друга? У нас тут босс будет, да? Ой. Понятненько. Привет, друзья. Зовут меня Хамфри. Хамфри. Что привело вас в мою скромную пещерку? Здравствуй, Хамфри. Мы просто кое-кого искали. Прости, если мы помешали. О нет, ни в коем случае, дети, я люблю гостей. Вы на самом деле уже вторые гости за сегодня. Первой была девушка, очень громкая девушка с большущим красным бантиком. Звучит как кое-кто, кого мы знаем, разве нет? А, Душечка тоже здесь. Где она? Где же она? Где же она? На языке вертится. Няк-няк. Это шутка, шутка. Она внутри меня, смекнули?
Она внутри тебя? Ну да, она навещает моих гостей, во мне живет семейство морских ведьм. Мы проводим вместе время, болтаем и хихикаем. Так забавно слушать об их ежедневных выходках. Иногда они бывают так любезны, что дают мне угощение. Для них это гораздо удобнее, так как, видите ли, они ближе к моему животику, чем я. Кстати, я уверен, что они обрадуются новым гостям. Вот. Я опущу для вас мостик. Прошу прощения. Похоже, от первого гостя у меня несварение. Млях. Нам Хамфри. Ого, брюхо Хамфри огромно. Похоже, тут будет легко заблудиться. Спорим, если я закричу, то будет эхо. Эхо, эхо, эхо. Откуда ты взялся? Китасти, прошу в мое логово. Китасти, не ожидали меня увидеть? Я здесь всегда. Я внутри себя со всех сторон. Вверх. Я везде. Или я только здесь? Ого, крутотень, Хамфри. Вот бы я так умел. А по-моему, это довольно противно. Это эти и сосочки на языке. Ого, как грубо. Так много путей. С какого бы начать? Вправо, влево, вверх, вокруг. Какая разница? Все ведет вперед. Просто выбери, все просто. Привет, я Хамфри. Ваш проход в закрытую часть Хамфри, ака логово слизи девушек. Строго говоря, то, что вы, люди, называете лифтом. К сожалению, мы можем проводить только одну встречу за раз, поэтому вам придется подождать своей очереди. Или, если вы найдете мне склизкую карточку, я могу подергать за пару ниточек. Няк-няк. Не знаю, как хочешь. Отходы. 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 Ничего себе у него там внутри. Молли. О, привет, Марина. Снова воровать мои вещи пришла. Что ж, не в этот раз. Сегодня я приготовила кое-что весьма особенное для тебя. Фу-фу-фу. Как ты уже знаешь, я довольно занятой человек, но, увы, ты все-таки моя сестра. Я дам тебе допуск в мою комнату. Если ты сможешь решить мой маленький подарочек. Увидимся позже, дорогуша. Если в живых останешься, конечно. Хамфри. Ох ты ж, вы заявились прямо, когда я чинил эту трубу. Недавно, когда я смотрела в зеркало последний раз, там было страшное какой-то этот... Скример какой-то был страшный. Что такое? Ой, что я делаю? Привет, друзья.
Пазлы не всем подходят. Если застрянете, я могу немного помочь. Или нет. Я готовлю вход для вашего нового захватывающего аттракциона, но он еще не доделан. Придите-ка попозже, например, завтра. Тип головоломка, тема запоминания, сложность трудная. Хотите активировать этот пазл? Вы не сможете выбрать другой до того, как решишь этот. Тип головоломка, тема узор, сложность легкая. Ну-ка, давай начало вот этой. Головоломка. Это что? Хамфри, говорит Хамфри, меня слышно? Наши тесты показали, что, оказывается, растокруты растут от тофу. Кто бы мог подумать? Лабораторная работа в процессе, беспокоит капли пощады. А наверху что? Если я умножу результат, вычту бесконечность, потом разделю на 0 единичку в уме. Получится мнимое число. Медь, медь, медь. Медь, медь, медь. Ой, такой длинный коридор. Не понял. Вот же, господи. Растокрот. Поверить не могу, что подписалась на это. Недоеденная пачка чипсов. Я готов. Мне не терпится похвастаться результатами нашего исследования. Ядерные отходы. Уф. Что вы на меня так смотрите? Не видно, что я занят? Хотя у меня появилась идея. На самом деле, не мог бы кто-нибудь из вас, ребят, пробежаться через эти металлические панели? Просто хочу кое-что испытать. Почему бы вам не обсудить это между собой и не проголосовать? Кто поможет Хамфри с его экспериментом? Что? Почему-то это должен делать я? Хорошо, но я боюсь, ничем хорошим это не закончится. Уф. Ага, я знал, что один из шипов сломан. Если бы у меня была чашечка кофе, с радостью бы хлебнул. Благодарю за добровольный риск вашей жизнью. Что ж, похоже, мне надо идти чинить все это. Ой.
Привет, посетители! После нескольких месяцев тяжкого труда и мучений я успешно создал первую в мире машину-голограмму Хамфри. Разве они не прямо как настоящие? Я так горд. Ой. Молли сказала мне стоять здесь, но я не знаю зачем. Так. А тут что? Приветствую, посетители. Я вел эксперимент по передвижению Хамфри через Хамфри. И вы как раз вовремя, чтобы увидеть заключительный тест. Готовы, ребята? Делаем, как практиковались. Приветствую. Хотите увидеть кое-что крутое? Вот эта машина может выполнять дистанционную телепортацию. С помощью современных технологий я могу отправить этого растокрута на другой конец сетки. Взгляните. Что? Ошибка? Похоже, кто-то испортил программу. Эх, наверняка это опять была Молли. Она всегда вытворяет что-то такое. Молли. Так. Наши тесты показали. Божечки, эти цифры точно неверны. Ой, погодите, похоже, я просчитался. Кажется, все правильно. Нам известно очень мало об этом мире, поэтому мы его исследуем. Но наши исследования оставляют нам только больше вопросов. Это бесполезный и бесплодный цикл. Эти результаты весьма неожиданные. С такими знаниями я могу найти лекарство от смерти. Вот уйдите. Вы мешаете. Так, ой. Ах, конечно. Расчеты так простые, если посмотреть с этой стороны. Нет, он хочет лежать на моем столе, чтобы опять все место занять. И опять мешаешь, да? Ой. Так, это получается подсказка, да? Первое вот это. Вторая туда. Так, третья, ага. Так. Тан-тан-тан-тан. Ага. Значит, типа, ты сможешь, мы всегда поможем. Так, что ли? Так, ну-ка. А вот это что? Так, тип головоломка, тема множественный выбор, сложность средняя. Давай-ка это сначала.
пароль. Ввести пароль. Приветствую, мистер Конвейер-бот. Мне и моим компаньонам требуется небольшая помощь с изменением направления ваших конвейеров. Не могли бы вы и ваши друзья выручить нас? Вежливый индивид. Проваливай. Странно, раньше это работало. Не вешай нос, Хира, у него просто в башке деталей не достает. Ты не мог еще громче это сказать? Он теперь на нас еще больше разозлится. Эй, железяка, ты повернешь эти конвейеры или нет? Вредина. Прямо как Молли. Поверить не могу, что это сработало. Ну и кто бы мог подумать. Да, я, похоже, тоже не промах в этом вашем очаровании. Что я делаю? Почтовый ящик. Это была ловушка. Он что, грустный, да? Блин, не так уж. Чего? Аобухик шоусгый. Это что такое? Да, уже убейте его, все. Ничего себе, 6000. Вы шо, с ума сошли, шо ли? Восхитить. Какие-то новые навыки. Наносит урон врагу, а море и враг становятся грустными. Удар силой, атака игнорирует защиту врага. Затем уменьшающий его защиту. Удар без промаха наносит больше урона по счастливым врагам. Поражает всех врагов, наносит тем больше урона, чем меньше врагов. Ударяет врага 3 раза. Злит всех друзей, крученый. Враг чувствует случайную эмоцию. Привлекает внимание, уменьшает шанс удара врагов на ход. Вот это прикольно, рикошет. Может, вот это лучше место, этот беги бросай. Действует первым, леча друга на 40% его сердца. Злит всех друзей. Ну, не знаю. Действует первым, атакует Хира. 1 ход. Действует первым, враг атакует Хира, 1 ход, становится счастлив. Понятно, ладно. Где там было? 45 еще, ничего себе. Его, что ли? Вместо надо есть?
Ну, сука. Умри! Уре! О, ничего себе, Хиро прокачался. Догнал этих. Как там их? Своих друзей догнал. О, буква. Похоже, это работенка для Обри. Ой. А, нам не нужна эта буква же. О, боже мой. Ну, сейчас бы умирать, Кэл. Вовремя умер. Вообще. Ой-яй. Мы получили домашку. Ой. Так. Ух ты. Посмотрите-ка, эта камера снимает нас в прямом эфире. Улыбочку. О, мы так мило смотримся. Эх. Вот бы у нас была камера. Сейчас переодену. Ай, да не волнуйся. У нас уже есть куча снимков, разве нет? У нас есть снимки? Где? Ну, только когда мы не ожидаем. Ты о чем, Кэл? Что-то есть в том, как все живут своей жизнью. Ты ведешь себя странно. Да? Да забудьте. Пустяк какой-то, наверное. Давайте двигаться дальше. Нужно скорее решить эти пазлы. Бомба может взорваться в любой момент. Бомба? Ой. Ой. Ой, Жика. Это было. Бантик. А, надо этому, да, хвост надеть. Сейчас наденем. Почтовый. Здравствуйте. Ой. Амулет-то я не надела. Бантик, может? О.
Монетка, гребешок, фетровая шляпа. Как выносит мистер Крутозуб. Делает плавание проще и труднее. Защита растет и с энергией. Переключает каналы по ТВ. Контракт. Могущественный клочок бумаги меняет сердце и сок на другие характеристики. Ой, что мало, да? Как-то. Надувной круг. Так, это я делала. Что там был хвост, да? А, вот. Ой. Шанс удара. Хвост надо? Ой. Книга. Волшебный Боб. Кушать надо. Кэлло. Ой. В стене вырезано своеобразное лицо. А ты не уверен, что это значит? Опять лицо? Они даже просто спиной пробегает тоже так же, такое же лицо. Ой. О, нет. А что, мы опять обратно пришли? А мы же уже были здесь. Что-то я не понял. Так. Так. А. Так. Вот. Так, и потом так. Ключ. Что это?
Я уверен, что я должен поменяться местами с тем, что справа от тебя. И когда я говорю справа от тебя, я имею в виду тебя, человека, стоящего передо мной, не какого-нибудь гипотетического наблюдателя за экраном. Молли сказала нам написать буквы на спине и встать в этом порядке. Но я думаю, порядок был таким. Должно быть, это еще один чокнутый пазл Молли. Эта девица слишком сильно любит всякие игры. Если бы она просто сосредоточилась, она бы, наверное, уже столько всего хорошего для мира сделала. Как хорошо, что я перепроверил, и прежде чем написать эту «М», а то я бы написал еще одну «Б». Было бы не слишком хорошо, да? Ну, что ты подсказываешь? Вот, ну, так, надо покушать. Почему не с двумя буквами? Ну ладно. Все, последнее осталось сложное. Трудное, точнее. Боже мой. Что это? А, понятно. Сапёра играем. А, ну да. Что там говорил про бомбу, точно. Ух ты, это что такое? 1, 2, 3. Ой. Ой. 1. Ой. Ой. Чего? Что? Так, 2 вверх, 3 вправо, 1 влево, 0 вниз. Ах, наконец-то! Комната без водопада. Этот яркий белый свет идеален для моего летнего загара.
Дверь. Ай, блин. И шо? Ой. Ой-ой-ой. Не хочу драться. Вот эта стена, что ли? Точно. Ничего себе. Так, синяя, да, сначала? Синая. Ой, блин. О, нет, все перезагрузилось. Что там было? Сейчас. Так. Вот тут лежит маленький. Что там было? 3. 2 наверх. Синяя. Зеленая. Синяя, зеленая, красная. Белая. Синяя, зеленая, красная, белая. Синяя, зеленая, красная, белая. А как выйти отсюда теперь? Вот сверху уже надо. Синяя, зеленая, красная, белая. А если бы неправильно сделали, это была бы плохая концовка. Сколько еще это займет? Я не хочу ждать весь день. Моя работа требует терпения. Помолчи, дорогуша, мне нужно сосредоточиться. Сейчас. Почти готово, дорогуша. Сделано, наконец-то. Мое величайшее изобретение завершено. Лалюташа. А теперь говори. Говори, мой замечательный робот. О, да, звучит непонятно. Наверное, что-то не так с кодом. Это все потому, что ты меня торопила. Вместо любви оно теперь запрограммировано убивать. О, Господи.
Не вини в этом меня, она твой робот. Из-за тебя мои надежды найти идеальную пару разрушены. Ты сильно меня разочаровала, я ухожу. Боже, какая она доставучая. Ну, теперь она не моя проблема. О, Господи. Почти забыла. Эта девчонка должна мне заплатить. Нужно найти ее, пока она не ушла. О. Похоже, это работенка. Ой, не-не-не-не-не. Не заметила даже, что там арбуз. Просто растение, ничего необычного. Личностный рост. Выроста. Он удобно превращается в мост, если сильно... Мы это уже сделали. Добро пожаловать! Марина сейчас не принимает посетителей, но если вам нравятся экспонаты, можете залезть в клетку и подождать следующего эксперимента. Вы поймете, когда крики прекратятся. Телефон трезвонит. Книга на непонятном языке. Страницы, полные исследований на непонятном вам языке. Я первый эксперимент Марины. Она сделала меня из песка и фруктов, когда была совсем маленькой. Что хотите сделать? Зачем его поглощать? Стол покрытый слизью. Коробка полная слизи. Книги, да, полные знаний на непонятном вам языке. Я второй эксперимент Марины. Она слепила меня из глины и камней, когда была совсем маленькой. Их надо поглощать или еще что-нибудь с ними делать. Книги, полные знаний на непонятном вам языке. О, блин. Все. Хира, ничего себе. Изучает поделиться. Хира и друг восстанавливают немного сердца. О, прикольно вот это. Действует. Первые враги атакуют Хира.
чаепитие. Это что было? А, сердце и сока. Что я там убрала? Действует первым, враги атакуют Хиру. Какой-то этот терминатор. Комбо блюдо. Так, вижу, куда надо идти. Я третий эксперимент Марины. Она сделала меня из резиновой перчатки, когда была совсем малышкой. Подозрительные снадобья лучше не трогать. Ой-ой-ой. А, вон она. Да, надо покушать. Угу. План успешного эксперимента. Ой. О, Господи. Или стоило подраться. Орудие для исследований. А, все что ли? Как мало. Хира куда так убежал? Ничего себе. Сначала он отставал, а теперь первее всех. А, туда не пройти. Их надо поглощать? Вот этих экспериментов. А, снизу ударить. Рили. Ой. Я четвертый эксперимент Марины. Она сделала меня из грязных яблок, когда была еще ребенком. Их поглощать надо, не надо? Которые эксперименты эти.
Ничего себе. Ростокрут. Какой-то этот. Франкенштейн Ростокрут. О, ничего себе. Жизни джем дали. Ай. Я пятый эксперимент Марины. Она сделала меня из картона и конфет, когда была еще ребенком. Сломанный компьютер. Так, там был арбузик внизу. Курица. Я шестой эксперимент Марины. Она сделала меня из воздушных шаров и магии, когда была еще подростком. Мне эти эксперименты поглощать или что, или ничего с ними не делать? Воздушный рожок. Я седьмой эксперимент Марины, хотя на этом этапе цифры становятся мутными. Она сделала меня из птиц, когда была еще подростком. Тыкнуть. Тут мышонок. Я восьмой эксперимент Марины. Возможно, она сделала меня из мха и бобовых ростков, когда была подростком. Ничего. Ой. Гляньте, это же венок. Это же венок. О нет, все цветы на нем помялись. Он выглядит как-то знакомо. Интересно, чей он? Думаете, стоит попытаться вернуть его владельцу? Этот венок в довольно плохом состоянии. Вряд ли кто-то захочет такое носить. Да, наверное, ты прав. Кэл, зачем ты это сделал? Да ничего страшного, слышала же, что Хира сказал. Никто бы не стал носить такую помятую ерунду. Но он раньше кому-то принадлежал. Нельзя просто так выбрасывать его с обрыва. Да, и почему же цветы все равно снова вырастут, ведь так? Ладно, тише, успокойтесь. Кэл, извинись перед Обри. Ладно, прости, Обри. Извинения не приняты. Ай, черт. Забыли они? Что забыли? Блин, Ростокрут этот Франкенштейн.
Тун. Тун, 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 тун. Что за хрень? 606. Мой эксперимент Марины. Катастрофически предупреждаем, не тыкайте в стекло. Найс. Куда бежать-то? А куда тут бегать-то? Ай, толку я буду по ним ударять. Бля, нихера не вижу. А! Ай, блин. Блин. А чё так сложно-то, блин? Ну беги, ёп, пошмать. Ничего там, ничего не было же. Она еще стоит, блин, зырит на эту штуку так долго, блин. На этот арбуз сраный. А сразу нельзя было сказать? Короче, я поняла, походу. Те, у кого рот, тот мост. Не обязательно по всем бить. Да ты елки-палки. Да иди в жопу, короче. Ай, бля.
3 часа еще меняется, блин, с этими челиками. Ну, малыш, ну куда ты ложишься? Иди отсюда, мешаешь мне. А! Ну давай! Быстрее! 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 Понятно, что осталась одна. А чё он это? А. Я же забрала, получается, тогда не надо уже, да? Ну беги, Обри, ты елки-палки. Да, понятно, понятно, все. Ай, все, жопу этот арбуз сраный. Ну чё встали? А, понятно. Я думала, про какую ты кнопку говоришь. Оказывается, про эту, про клавишу, типа. Я думала, что за кнопка? Я думала, кнопка, которая для уровня надо какого-то, что ли. Фу, это место отвратительно. Чем тут вообще занимаешься? Не ваше дело, дамочка, просто сядьте и расслабьтесь. Уф, голова кружится. Эх, упс. Ну, наверное, и так сойдет. Ладно, готово, получайте, дамочка. Идеальная пара прямо из печи. Поприветствую свою новую вторую половинку. Господи. Душечка Франкенштейн. Привет. Это какая-то шутка? Да за кого ты меня держишь? Я в 10... Нет, в 100 раз прекраснее, чем эта штука. Ты сильно меня разочаровала. Я ухожу. Эй, какого черта? Вы не можете просто уйти, дамочка. Где мои деньги? Привет. Ой, что это? Угу. Почему у нас жизни нет? Эй, зацените, люди, вы знали ли вы, что мы, Хамфри, достаточно сильны, чтобы выдержать течение водопада? Смотрите. Ой-ой, похоже, это было исключением. Ничего не поделаешь, всего лишь естественный отбор в действии. О, знаете что, у меня есть идея. Думаю, если мы соберем достаточно Хамфри, тогда мы сможем использовать их как мост на ту сторону. Эй, я это хотел сказать.
Да. Я думала, это пузырь этот такой. Типа этот. Способность у него такая. Полевая работа в процессе, не беспокоить. Мы, Хамфри, в секторе Медуза считаем себя лучшими из лучших. Медуза хорошо к нам относится, регулярно нас кормит. Такого не скажешь о Марине Смолли. Что тут надо бросаться, да? Ой. Хе-хе. 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 Эй, Хамфри, хочешь присоединиться к своему другу Хамфри на водопаде? Конечно, я думал, вы никогда не спросите. Что за пузыри, блин? Эй, Хамфри. Вау. Чизбургер. Не-не-не. Не-не-не-не. Ми-ми-ми-ми. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. Да блин, я опять думала это. Он что, плачет? Ой, не то. О нет, не плакай. Этот арбуз очень много опыта дает. Хиро вообще прям молодец. Всех догнал. Ого, сколько тут крутых растений, только посмотрите. Базил. Базил? А, базилик. Да, так называется растение в этом горшке. О, как мило. Это название мне о чем-то мне напоминает. Но я не помню о чем. Они что, забыли своего друга, что ли? Крейзи ступит. Я скажу, что у эксперимента Медузы 14 умножить на 7 плюс 44 разделить на 11 минус 2% вероятность успеха.
Подразительно. Да блин. Отстаньте. Не хочу на ваше время тратить. Вот там арбуз наверху. Еще и пузырь какой-то. Динамит. Ух ты. Я уж думала, это опять враг. Арбуз. Ой-ой-ой. Эту кнопку нажала. Ой. Опять на стрелки нажимаю. Не в тему. Угу. Смотри, опять рожа какая-то. В стене вырезано своеобразное лицо. Ты не уверен, что это значит? Что это вообще значит? Ой, ёлки-палки. Сопли. Сопли-кролики. О, блин, снова мост зовет. Когда там обед? Это последний был, да? Ой, туда. Хотя зачем? У нас же вроде все нормально было. А, одного не хватает. Ой. Рыбная така. А, мы тут не были. Эль, подожди, мы отсюда пришли же. Да, мы отсюда пришли. Так, а где еще тогда смотреть надо? Ладно, посмотрим. Так, где еще было? Тут нет. Там нет. А, вон еще, наверное, да? Вероника. А, нет. Не
понял. Тут нельзя больше. Не поняла, где еще? М. Ой, что у меня этот чат, оказывается, не шел, что ли? У меня тут, оказывается, этот. Я еще думаю, что-то это. Что ты опять молчишь, думала, интернет пропал, что ли? Мне, оказывается, здесь этот остановилось. Господи. Что там писал ты? Я... Так, ну он же грустный, вот и плачет, вообще не помнит. Они про венок не вспомнили. Ты отсюда пришла, будь здорова, поищи еще. Я вот этих сообщений не видела. М, Ну-ка, тут работает. Что-то не поняла я. Что у меня этот тупило? У меня, смотри, то, что ты до этого писал, да, почему-то в чате, видишь, не высвечивается. А сейчас появляется, когда я этот перезагрузила. Что за бред, блин? Поставь его вместе с какой-нибудь штукой не на уменьшение шанса удара. Ой. Да, и появляется еще другим цветом, странно. То был сиреневый, а сейчас зеленый какой-то. Я еще думаю, что такое? Хорошо, что зашла, посмотрела в ОБС. В ОБС, главное, я вот вижу эти сообщения, а в самом этом нет. Бред, блин, такой. Тупит. Ой. Угу. Так, ну-ка давай-ка съездим в самое начало.
Не надо? А этого челика там не может быть? Ну ладно. Ой, что так пугать-то? Резко так. Еще 2, главное. Где еще челик, Мари? Куда ты его спрятала? Так, в этих я что-то спрашивала, там еще какой-то был. Все хамбри сектора Марины постоянно исчезают, так что она часто просит Медузу одолжить ей своих. Глоть. Надеюсь, я не следующий. Глоть. Я очень плох в биологии, но это никогда меня не останавливало. Ладно, поехали куда-нибудь. Так, слизистая, слизистая, слизистая. Тут нету. Тут нету. Ох, да, мое величайшее творение, Хон-Хон. Так я тут уже была же. Здесь ты имеешь в виду? Ой, блин. Точняк. Как я так не заметила. Отстань. Отвали. Кролик. Хорошо, хоть убежать можно. Я не хочу с тобой драться. Не. Точно. Вон же он, блин. Как я так не заметила? Реально. Вообще. Вообще. Все. Молодец. Ой, не эту кнопку. Ты о большом водопаде на юге, окей, давай. Все. Наконец-то. Ура! О, Господи. Что такое?
О, господи. Еда падает. Ой, блин. Это что такое? А как... Шо ты такой? Пикселявый. Что-то там скрываешь? А какие именно должно быть? Или без разницы, типа? Что-то этот не становится зеленым. Ой. Ау. Господи. Какие призы? Что-нибудь получше бы давали. Типа вниз падаешь. Да ты блефуешь. Тебе меня не обмануть. Тебе не побить эти карты. Я ставлю все. Я читаю книгу про кондиционеры. Она очень информативна. Ух. Поддержание себя в форме требует много работы. Я пытаюсь расслабиться, но никак не могу перестать думать об очень интересной книге про кондиционеры, которую я недавно читал. Ой, смотрите, это же этот... Как ты его, блин? Чили-пиздрик. Улитик. Какой милый бассейн. О, нет. Они убили Кенни. Опять. Знаете, что я обожаю кондиционеры? Разве они не лучшие? Все что ли? О, Господи.
Бери, Амори, арбуз. Аппендикс. Пришли поплавать, я тоже. А, можно так? Ой-ой. Чё, еще раз? Мяу. Теперь в эту сторону. Буква. Только она не нужная, походу. Эту букву стоит брать или не надо? Да. Наверное, не буду брать, да? А то еще сдохну. У меня там что было? А, я не могу сейчас проверить. А, блин, да, справа сейчас пойду. Уф. Я бы был очень благодарен, если бы вы, ребят, закончили побыстрее. Не торопитесь, просто мне становится не очень. Потерпи. Не умирай. У нас появится вторая ножка. Если я возьму. Но я не хочу брать. Все. Приплыли. Пришли поплавать, я тоже. Угу. Все то же самое говорят. Все мои друзья оставили меня, чтобы построить мост. Но я им всем покажу, построив мост еще больше. Если увидите плавающих амбри неподалеку, пошлите их сюда. Надо, значит, активировать, да? Все. Что, еще вниз можно? А, нет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Идём. Вся эта слизь становится настоящей угрозой. Нам стоит начать думать о том, чтобы нанять пару хамри уборщиков из сектора Молли. Молли. Медуза и ее сестры десятилетиями изучали мир. Эти книги — плоды их работы. Ну-ка, сейчас проверим. Все нормально. Все нормально.
Мгм. На Ютубе тоже идет все, но там никто не смотрит. Так, все там. Не нравится мне, что так все пропадает. Эх, только послушай, как они веселятся. Хорошо тем, кто работает на полставки. Сколько бы раз я не повторял, этот эксперимент он не проходит так, как нужно. Придется снова обратиться к руководству. Спит. О, последнее. Боже, тут просто чудовищный запах. Сколько еще это займет? Мой нос весьма чувствительный, знаешь ли. К запаху ты привыкнешь. А теперь помолчи, куколка, я работаю. Оно готово. Ух, наконец-то. Здравствуй, моя идеальная пара. Проснись. Не трогай стекло, клоунесса, ты испортишь эксперимент. Да, я бы никогда. Сердечко. Что произошло? О, Господи. Ну, вроде твоя копия. Боже мой, этот эксперимент превзошел все мои ожидания. Погляди, куколка. Результаты абсолютно идеальные. Узри. Безупречная версия тебя. О, Господи. Она мне не нравится. Что ты сказала, я не ослышалась? Но она все, чего ты просила, и даже больше. Ах, простачка. Нет ничего идеальнее меня. Но ты, как я посмотрю, этого не понимаешь. Да ты всего-навсего халтурщица. Только время впустую потратила. Я в бешенстве. Ах, хватит с меня этого абсурда. Клиент ты или нет, но ты истрепала мне последние нервы. Кто тебя научил так хамить? А теперь прошу прощения, это трата моей драгоценной энергии. У меня есть гораздо более важные дела. Как ты смеешь ходить первой? Это я должна умчаться отсюда в бешенстве. А чё она не разговаривает? Ой, там что-то было. Ой-ой, что это там за заварушка? Внизу, похоже, что-то происходит. Блин, я там что-то оставила же. Ёлки-палки. Вы нашли склизкую карточку. Так. Куда нам... А, все, вниз. Все. В голове? А, блин. Это голова, что ли? Хотите, да. О, склизкая карточка. Вкуснятина. Что ж, хотите спуститься вниз? Это какой-то главный сосочек. О, нет.
Оу. Оу. Ладно, ни пуха, ни пера. Не с места. Тебе пока нельзя уходить, куколка. Мы просто хотим своей оплаты, дорогуша. Разве ты не видишь, как Марина расстроена? Где мои деньги, дамочка? Отдай мне мои деньги. Ой-ой, это же Душечка и те морские ведьмы. Нельзя попадаться им на глаза, пока тут такое творится. Давайте убираться отсюда. Стойте, где стоите, дети, и я должна вас поправить. Вы заблуждаетесь. Мы не ведьмы, а служители науки. Боюсь, это распространенное заблуждение. Люди часто боятся того, чего не понимают. Впрочем, кажется, я знаю, почему люди считают нас ведьмами. Эй, чего это вы на меня смотрите? Помимо этого, у нас есть проблема поважнее. Точно. Куда это ты собралась, Душечка, дорогуша? Ты должна нам большущий мешок с гребешками. Да будто вы 3 крестьянки достойны оплаты. Мне хотелось только того, чтобы мне создали идеальную пару. Но вы все по-своему облажались. Если вы так хотите получить свои никчемные гребешки, пусть эти дети возместят за меня. Куда ты собралась? Хамфри, останови ее. А что это мы должны из-за нее, блин, что-то там делать? Юху! Прибыл доложить, что Душечка проглочена. О, рад, что вы об этом попросили. Я уже боялся, что больше не смогу держать себя в руках. Кстати, может, вас это и не удивит, но у Душечки при себе было 0 гребешков. 0, ни одного. Что? Весьма прискорбно. Ведь я немного проголодался. Эта мерзавка надула нас. Я знала, что с ней что-то нечисто. Ну, возможно, и не так. Она сказала, что эти дети покроют все ее затраты. Ах да, точно. Но тогда она неплохо нам заплатила. Какие части их тел нам стоит продать первыми? Зачем так грубо, Марина? Уверена, она имела в виду, что дети нам заплатят, а не то, что мы их продадим. У нас же есть деньги. Что ж, детишки, будьте умницами и отдайте нам ваш большущий мешок с гребешками. А? Так, да, кстати, об этом просто любопытно. Сколько она вам должна? Так, давайте посмотрим. Плата за консультацию, предоплата за организацию, за проверки, за обслуживание, стоимость материалов, гарантия за утилизацию, доставка и задержание, чаевые, плата за отмену, за нанесенный ущерб, за позднюю оплату. И в итоге у нас выходит 1 000 000 гребешков. 1 000 000 гребешков? У нас нет столько денег. Оу. В кредит бы взяла бы эта Душечка. Что ж, очень жаль. Хамфри, запечатай все выходы. Не повезло, детишки, вы забрели не в того кита. Кому-то придется за все это заплатить. Я бы сказала, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Согласны, сестры? Ох, этот слишком красивый, чтобы его продавать, правда же, Молли? Ну, а мне тут Тихий нравится. Из него бы вышел хороший питомец. Не трогай его! Отпустите нас, мы не сделали ничего плохого. О, какая бойкая. Тебе такая точно бы понравилась, Марина, уф. Уф. Эх, ну, думаю, достаточно будет продать только одного. О, эй, отпустите меня. Если вы не можете заплатить нам гребешками, можете заплатить нам вашими руками, ручками и ножками. Кэл, нет, отпустите, поставьте меня на землю, отпустите. Ай, что за... Он укусил меня? Ах, успокойся, Марина. Уф-уф.
Это всего лишь крохотный укус. Ты за это заплатишь, щенок. Ну и ну, кажется, все раззадорили Марину. Наша мелкая добыча кусается в ответ. Ребят, похоже, нам не выбраться отсюда без боя. Ой, блин, господи. Так вы хотите битвы? Давненько я не охотилась. Да, похоже, нашей добыче нужно преподать урок. Кто-то должен научить детишек манерам. Вы слишком привередливые для добычи. Не хотите быть проданными, не хотите быть питомцами. Знайте свое место. Что ж, без разницы, мы не против. У нас всегда есть другой вариант. Если вы продолжите сопротивляться, то не оставите нам выбора. Боюсь, что нам придется сделать из вас рыбий корм. Well. Oh my gosh. Буба. Буба! Так и знала, что там что-то будет такое с бубами связанное. Так. Так, как там было? А у меня же не было, да, этого, чтобы все грустными стали. Нет, оказывается. Привет, привет. Да ладно. Ничего себе. Так, игрушки не тратить, трать способность о море, а себя делай злой полностью. Грустным делать. Так, ну-ка, еще раз. Ой. Ой. Удобно читать. Так, Эл делаешь, да? Так, разозляй всех, а их... Угу. Противнику, все понятно. Угу, хорошо. Так. За Обри надо делать контратаку? Или просто атаковать? Громкоговоритель. Точно. Чем больше энергии, тем лучше на танк. Угу. Делать второй раз всех злыми. А их надо делать второй раз грустными? Нет? Ладно. Ярость. О нет, не умирай только.
Поставь его на танка, отхили с помощью Кэлла. Чего? Хира, сделай танком, а Обри пускай атакует. Ви. А то она умрет. Нет. 7, 40, 60. Улыбку, да? А этому улыбку, да, сделать? Танк. Танк. Вроде третий раз не получится. Да? Тогда просто атаковать. Ну, в принципе, нормально. Не так много ударяют. Контратака, да? Тоже получилось. А вы, дети, сильнее, чем кажетесь. Знаете, что это значит? Время биться по-серьезному. Мне так весело. О, Господи. О, бедная. Так, да? Отхилить этого Амори надо Кэллом или как?
Или отскок сделать. Ой. Без разницы. Ой, что сделал? Эй, Медуза, думаешь о том же, о чем и я? Да, сестренка, думаю, настало время все перемешать. Расслабьтесь, детишки, больно не будет. И это все, на что вы способны? Так, я надеюсь, она не умрет. Чё? Контратаку делаю или рискованно? Мгм. Так, тут где-то было... Так, вот, головка сыра. Мгм. Еще яростнее. Хорошо, сейчас. Ха! А он сам себе... ладно, хотел. Ладно, ладно. Может насмешку сделать? Наносит урон... нет, если зол. Все. Ладно, все. О, британка. Так смешно. Так. Главное, чтобы она сейчас не умерла. Нормально, в принципе. Что это? На всякий случай пусть... Или не надо хилить, наверное, да? Ага. Ой. Попкорн. Нет! Блин. Сучки.
Ладно, сейчас. Так, сделаем вот так. И вот так. Вот теперь можно. Ну, не пускай. Пофиг. Я уже сделал. Вы, дети, сильнее, чем кажетесь. От вас больше проблем, чем пользы. Какая неловкая ситуация. Чем мы теперь будем кормить Хамфри? Собой. Очаровать. Уф. Блин, да что с нами такое? Эта битва должна была быть проще простого. Забудь об охоте, я уже не гожусь для таких глупостей. Я лучше теперь буду заниматься только исследованиями. Что ж, куколки, похоже, мы уже не в лучшей форме. Были бы мы лет на 200 моложе. Не хочу вас тревожить, но мой аппетит вырос. Очень сильно. Да, конечно, Хамфри, сейчас все решим. Молли, накорми Хамфри гребешками. Но я же кормила его в прошлый раз. И кроме того, я потратила все гребешки на программы для последнего проекта. Я становлюсь все голоднее. Хорошо, ладно. Как насчет тебя, Медуза? Ну, я не ожидала кормить Хамфри в ближайшее время, если память меня не подводит. Марина, разве сейчас не твоя очередь его кормить? Погоди, разве... Я подумала, что сейчас очередь Молли. Я уверена, что сейчас очередь Медузы. Китак, похоже, в весьма затруднительном положении. Если вы не можете меня накормить, мне придется кормить самому. Нет, моя мебель. Что же нам теперь делать? Хамфри все сейчас переварит. Наверное, нам стоит спланировать побег. Мы уже потратили столько энергии. Видимо, настало время нам отправиться на корм рыбам. Юху! Морепродукты, вкуснятина. Хамфри с катушек съехал. Как нам отсюда выбраться? Спокойно, ребята. Давайте поищем выход. Ой, а что делать? Ой. Распределить. Ой, что там было у этого появилось? Очаровать. Действует первым, враги атакуют Хира один ход. Хира получает меньше урона, стоит 30. Вместо поделиться, наверное, использую. Кто там еще что-то получил? Ой, что я делаю, блин, так. Не поймаешь, привлекает внимание, уменьшает шанс удара врагов на ход. Вот, глазеть. Снижает все характеристики врага. Так. Место поделиться, наверное. Поставь глобус на Кэлла. Вместе с повязкой или чем-то, то, что уменьшает шанс удара, бери.
сейчас чихну. Ой, блин, опять нос не дышит сейчас. Минуточку. Минуточку, подождите. Ой. Как там на Ютубе дела? Видно все? Глазеть. А на Кэлла поставь вместо липового хвоста повязку или еще что-то такое. Ой. Вместо удачно этот возьму, да? Ой. Глазеть. Так, сейчас минуточку. Там босс несколько этапов, вроде каждый раз сбрасываются характеристики. Сбрасываться это как? Аппендикс ничего не делает. Домашка. Проклятие каждого ребенка носитель начинает битву грустным. Свота Кэлла на ней. Носитель начинает битву злым. Струна сердца. Хрупкая, береги ее сердце. Плюс 30. Носитель начинает битву счастливым. Так. Друзья мои, позвольте сказать, что вы выглядите очень аппетитно. Хамфри, остановись, разве ты мало съел? Мы накормим тебя позже, обещаем. Но вы же можете накормить меня сейчас, просто дайте мне съесть вас. Пора на обед. Пора на обед, от вас не оставлю и мокрый след. Пожалуйста, не ешь нас, Хамфри, мы не хотим, чтобы нас съели. Но об этом надо было думать раньше, разве нет? Об этом стоило думать перед тем, как вы зашлись в мой ротик, няк-няк.
Это плохо. Я не уверен, есть ли из этого места выход. Не говори так, Хира. Ага, мы не можем позволить всему вот так вот закончиться. Нет, нет, нет. Ах, не сопротивляйтесь, детишки. Опять же, гораздо приятнее, когда ты сам готовишь свою еду. А теперь сидите смирно. Все приготовления сделаны. Ужин уже подается, и вы в меню. А у нас же... А, нет, есть. Пора на обед, пора на обед. От вас не оставлю и мокрый след. Так. Руки потеют. Жесть просто. Угу. Сейчас надо что делать? Разозлить опять себя. На каждую фазу, наверное, использую глазеть и улыбку. Не надо разозлить, слишком много потратить сил. Это сейчас использовать или потом? Угу. Омбри я также делаю, да? На каждую фазу использую. Типа контратака. Угу. Кэллом просто атакую. Ничего не могу сама сделать, блин. Ай, улыбку, да, беру. Хир. Хорошо. Сейчас я просто дерусь, да? Теперь фигач. Дерись. О, нет. Только не умирай. Пыж. Что сделать? Так. Вон, чтобы он не умер, блин.
Чего? Каждая пройденная фаза это вроде сейв, так что пройдешь этого с Гамби, сохранишься автоматически. С другой стороны, наверное, сейчас умирай, с самого начала юзай бросить на него и злость на остальных, а то как-то слишком много у него хп. Умирать сейчас? Почему? Может, час сделать? Ну ладно. Ну, давай попытаемся. Не получится, так заново начнем. Ну, посмотрим тогда. Начало битвы как смешно, у вас нет шансов, мы одно. А вот вторая, да, фаза. Надеюсь, сейчас это не умрет. Ой, я забыла его разозлить. Рискованно. Короче, так. Ой, блин, тупая. Ладно, сейчас сделаем грусть. Я забыла, прикинь. О. Музыка такая. Умрем, так умрем. Ой.
Что там? Ладно. Чё это? Оживлять, не оживлять? Предупреждаю, прикройте нос. Животик мой мигом уладит вопрос. Тут умирать, наверное. Или воскресить всех. Мгм. Блин, надо было... Блин. Проглатывает всех. Ну, если тут проиграем, мы же отсюда начнем, да? Не надо бояться, скажу я вам честно. Мори, не думаешь, тут как-то тесно. А, все. Блин, надо было воскресить эту Обри, а Кэллом надо было ее типа подхилить, чтобы он подхилил. Так можно, наверное, или нет? Не знаю. Нет, мы же заново начинаем. Мы начали заново. Ага, уже использовал. Мгм. Так. А этого грустить на максимум или не надо? Угу. Ярости. А, только у Амори бешенство.
Ой. Всех. А чё я этот пропустила, да? Блин, я в чат посмотрела и пропустила этот. Чёрт. Ну ладно. Так. Сейчас тогда это сделаем. Всё. Угу. Я так переживаю вообще. Ваше переживаю, ваше. Начало битвы как смешно, у вас нет шансов. Что-то там. Ой. О, блин. Ну, началось. Так, сначала грустным сделаем. А, нет. 175. Сок кончается. Почти закончился. Так, теперь глазеть. Так. Мгм.
Все. Так. Смотри, как он тебя съест, уменьшая его статы всеми возможными способами, особенно атак. Пускай Хира пока да использует улыбку. Мне воскресить, да? Хоть быстро, хоть медленно, идя пешком, чем больше борьбы, тем глубже пойдем. Угу. Так. Всем друзьям. Не надо бояться, скажу я вам честно. И Мори, не думаю, что тут так как-то тесно. Опять прокладывает. Блин, руки-то потеют. Угу. Может этот использовать супер эту? Или пока не надо? Угу. Ты описал на прошлый ход, обрик пускай резинку кинет. Ну да, в принципе. Готовка мяса занятие веселое. Ты какое сырое? Прожаренное или готовое? Опять проглатывает. Это была хлипкая атака. Так, теперь можно глазеть. Что там у нас? Резинка. Хилить пока не надо, наверное, да? В принципе, можно этот использовать.
Бесполезно сражаться, сдайся, мой друг, ведь не разорвешь ты вечный сей круг. Опять проглатывает. Это была хлипкая атака. Так, у меня эти закончились. А, все, атака не может стать ниже. Смотрит на Кэл. Не стоит сражаться, невежество, свет. Сколько еще повторять сей совет? Опять проглатывает. О! Так, игрушки вот Джекс. Наносит немного урона всем врагам и снижает их скорость. Резинка. Так. Накладывает злость на друга, одуванчик. Ну вот Джекс можно использовать. Джекс сделаю, да? Или не надо? Мгм. Так. У меня еще попкорн был? Был. Ну, все равно просто чтобы грамотно все это поюзать. Пук. Опять у него там слюнки потекли. Хоть быстро, хоть медленно, едя пешком, чем больше борьбы, тем глубже пойдем. Это уже было. Ты уже так говорил. Так, ну, может это сделать? Мгм. М. Это была поражающая атака. Не надо бояться, скажу, это ты заколебал. Опять проглатывает. Да какая у тебя там глотка-то? Сколько можно уже? Готовка мяса, занятие веселое. Ты заколебал повторять слова.
У меня что, этот закончился, что ли? У меня этот закончился, оказывается. М. Про напоследок. Сражайся и бейся против кита, останешься здесь все равно навсегда. Уф, все бесполезно. Как нам отсюда выбраться, если Хамфри продолжает нас проглатывать? А море, мне страшно. Зачем мы все это... А море, мне страшно же. Зачем мы в все это ввязались? Господи, не волнуйся, Обри, прорвемся. Мы ведь и раньше справлялись со многими неприятностями. Ты прав, нельзя сдаваться. Должен же быть отсюда выход. Жду это другое. Язык. Куда-то собрались? Господи. Эх, ты меня не победишь, лузер. Что такое? Что тут надо? Его грустно? А, все что ли? Десять тысяч опыт. Охренеть. Сплотить изучает. Какой у него этот глубокий. О, последняя буква. Бэ. Бэ. Что же вы стали мне поперек горла? Внезапно мне так захотелось спать. Пожалуй, я немного вздремну. Ух, мы чуть не погибли. Ага, не стоит недооценивать ребят с пустым желудком. Было очень страшно. Ну знаете что? По крайней мере, мы прошли через это вместе. Чем теперь займемся, ребят? Даже не знаю, мы вроде что-то искали. Погоди, Хиро же тоже что-то такое упоминал. Ага, мы просто следовали за душечкой, но... Эта проблема, кажется, решилась сама собой. Нет, я почти уверена, что было что-то еще. Обри, вечно ты о ерунде беспокоишься. Соберись, тебе стоит научиться хоть иногда расслабляться и наслаждаться жизнью. Как можно забыть про друга, я не понимаю. Наверное, ты прав, я немного устала столько волноваться. Welcome to Black Space. Welcome to Black Space.
Ура! Ура! А там можно было вернуться, да, без этой буквы? Чё ли? Что такое? М. Держись подальше, ты не мой сын. А чей? Почему? Почему ты никак не упадешь? Почему? Что тут случилось? М. Да? И это все? Тут больше ничего не надо, да, делать? Спасибо. А почему? Почему она повесилась? Ты вновь пришел в поисках правды. Каждый раз твои приключения не похожи друг на друга, но конец каждого пути приведет тебя сюда. Правда, лишь правда всегда неизменна. Дорога к правде раньше была здесь, но она была убрана. Ее перенесло на маяк у причала. Затем в библиотеку, утопленную глубоко под землей. А после в старый сарай на далекой планете. И в этот раз она будет в сердце бескрайнего леса.
Неважно, сколько раз дорога была сокрыта, цветочный мальчик все равно найдет ее. И твоя дорогая сестра Мари всегда направит тебя к ней. Даже являясь пустыми оболочками, они продолжат расти, и каждый раз они будут отращивать крылья и подлетать слишком близко к солнцу. Такова их природа. Они единственные, кто знает правду, и одна из них унесла ее за собой в могилу. Какой-то челик. Может, смерть здесь и не угроза, но воспоминания о ней не угасают. Множество раз твоим друзьям придется встретиться с их печальной судьбой. И хотя они возрождаются снова и снова, самые страшные призраки не покинут этот мир, даже если от них остались одни кости. Навечно потерянные опускаются сюда, на дно глубокого колодца, и становятся ничем. Ты их предал, но они все равно жаждут твоей заботы. Их души помнят лишь, как кричать, моля о помощи. Жалишься ли ты над ними? Твоя дорогая сестра Мари с травмой колена. Ты не смог бы выдержать ее повторной смерти, потому ей была дана безопасность одеяла для пикников. И все же ее природа покидать ее ради твоей защиты, и всякий раз она покинет тебя и будет рождена вновь, с бессмертной душой, на которую ты ее обрек. Души, данные твоим друзьям, они хрупкие и должны оберегаться, поэтому они должны продолжать спать. Но дорога к правде ближе к твоей самой дорогой комнате, чем когда-либо. Сможешь ли ты захоронить ее в этот раз? Возможно, уже слишком поздно. Да? Ты знаешь о клавишах, ключах к другому измерению? Каждый раз они разные, но они открывают одну и ту же дверь. Конец приключения приведет к страданиям, но если ты не посмотришь правде в глаза, ты не сможешь продолжить. Эта форма, даже если она еще не показала себя, является злом. Ты не увидишь этого, если не будешь с ней бороться. Когда твои намерения размоются, они просочатся в этот мир, как густой туман. Ты поймешь, когда это произойдет. Это уже происходило. Сейчас же тебе стоит вернуться туда, где правда была рождена, в самое сердце леса. И как много раз до этого попытаться переписать свою судьбу. Будешь ли ты обречен ходить по кругу снова и снова, или ты сможешь разомкнуть его? Исследуй мир, пока можешь, грязящий, пока в нем ничего не останется. Сейчас, ну-ка, проверю. Ой, это что такое? Нет. Я так поняла, мне сейчас надо к дому Базила, да? Ну-ка, если посмотрим все. О, цветочки совсем высохли. Это подсолнухи, они называются так, потому что всегда смотрят в сторону солнца. И я хочу быть таким, тем, кто всегда видит светлую сторону вещей. А поливать надо?
уже все высохли. Эти цветы называют лилиями, говорят, что они отгоняют злых духов и помогают увидеть светлое будущее. Пожалуй, они напоминают мне о Мари. Она всегда помогает мне оставаться позитивным. Их уже не спасти, да, эти цветочки? А, нет, а тут можно. Странно. А что там нельзя? Ну-ка еще раз попробуем. Что за бред? А, ну вот, можно же. А что не получалось? Розы бывают разных цветов, и каждый имеет свое значение. Розовые розы говорят о восхищении, оранжевые символизируют страсть, желтые — дружбу и так далее. Хиро похож не на какую-то конкретную розу. Думаю, Хиро, как все розы, сразу. Он очень многосторонний, и все его любят. А эти цветы называют гладиолусами, они также известны как шпажники. Как можно догадаться, они говорят о силе воли, о ком-то честном, чтущем нравственные ценности, ком-то, кто стоит за свои идеалы. Гладиолусы напоминают Обри, потому что она всегда честна с собой. Ой. Кактусы очень крепкие живучие растения. О них не нужно много заботиться, и они могут пережить даже экстремальные условия. И знаете что, даже Кэл мог бы ухаживать за кактусом. А это белые тюльпаны. Тюльпаны не очень яркие цветы. Они не большие, не маленькие, совсем не изысканные и не пышные. Другими словами, можно сказать, что они приятные, простые, честные, идеальные, как Олег. Чат жив. Опять у меня все этовалось. Ай, ненавижу, что такое, ненавижу. А у меня не жив опять.
На Ютубе как дела? Кто-нибудь есть на Ютубе? Вот теперь видно. Все, можешь выходить. Да, вот их уже не спасти, потому что там Базил, а тут Мария, стоп, что, а как? Чат жив? А как? А как какать? А вот никак. А вот так. Проверочное сообщение. Кто-то там сидел, сейчас не сидит. Что такое, блин? Почему он тупит постоянно? Ой, что такая долгая дорога. Было же попроще было же. Ой, что деревья все страшнее и страшнее. Опа, следы. Это ее Базил повесил, что ли? А море, мне страшно. Давай вернемся. Welcome to my black space. Далеко падать. Хочешь прыгнуть? Подожди-ка. Маленькие растения выглядят немного грустно. Ничего не надо тут. Ничего не пропустили. Все. А то опять, блин, что-нибудь там будет. Окей. Все страхи перемешались. Здравствуйте. Ой, простите. Мама. Черная дверь бросает тяжелую тень. Что хочешь сделать? Ничего, буду тут стоять.
Добро пожаловать в черное пространство, да, типа. М, Приколы, значит. Эти комнаты наполнены сломанными вещами. Не здесь я, но здесь я хотя бы вижу, кем ты являешься на самом деле. Мир, что находится над этим, ты создал его, чтобы защитить это место или спрятать его. В любом случае, оно стало сильнее тебя. Вот этот мир мне нравится больше. Не. А где главная дверь находится? Непонятно, да? А как я пойму, что это главная дверь? М, Это что за квадратики? Но этот мир мне нравится больше. Здравствуйте. В этом беспорядке потерян корень всего. Правда, которую ты спрятал под замок. Ты должен найти ее, несмотря ни на что. Ты должен ради нас обоих. Это я. Опа, смотри-ка ты, что появилась. Бедный котик. Ты потерялся? Не волнуйся, красные руки знают дорогу назад. Здравствуйте. Наконец-то началось веселье.
А, вот же, господи. Это что, холодильник? Когда ты спрятал правду, ты скрыл часть себя вместе с ней. Все это время он ждал, пока кто-то его спасет. В тот день, когда ты стал ничем, я разделился на двое. Как думаешь, что было больнее? Ну, наверное, разделяться на двое это больно. Ой. Там кто-то ходит, оказывается, глазки светятся. А, тут нельзя бегать. Лжец. Лжец. Лжец, лжец. Лжел. Господи. Лжел. Олег, я люблю тебя. Олег. М. Базил, это ты? Ой. Ой, блин. Мяу. Мява была очень-очень плохой. Мява смотрит на тебя, она не знает, что происходит. Хочешь скрыть Мява? Чего? Я не гублю ее. Ну как мне вернуться? А. Ты бедная кошка. Нет, конечно, я не буду ее трогать. Бедный Амогус. Мышка медленно двигается сама по себе. Ты получил венок. Ай. 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 Почему? Right. Да. Амори, ты вернулся за мной. Это мой венок. Я так рад, что ты нашел его. Давай выбираться отсюда. Я пойду за тобой.
Выращивать арбузы здесь было весело, но я очень скучаю по своим цветам. Как они там? Ты заботился о них, пока меня не было? Я их полил. Арбузы, правда, очень вкусные. Раньше мы постоянно ели их на пляже. Я все еще четко помню Кэлла с арбузными семечками на лице. Летние каникулы с друзьями были самыми лучшими, правда? Ты получил ключ. М. Сколько мы уже двери открыли? Наши друзья, пострадавшие по вашей вине. Можем ли мы называть их друзьями? Как бы я ни хотела этого, вещи не могут быть такими же, как раньше. Но почему часть меня все еще цепляется за это? Для нас еще осталась надежда, Олег. Не знаю зачем. Ну, пускай. Господи. Это что, Мари? Мари, стой. Синяя девочка, не говори со мной. Не, я это знаю. А, вот она подсвечена, да? Ох, слава богу, ты здесь, Амори. Я думал, что навсегда здесь застрял. Уф, так гораздо лучше. Поверить не могу, что ты пришел спасти меня. Я так по тебе скучал. Теперь, раз ты здесь, я наконец смогу отправиться домой. Веди, Амори.
Ну, раз уж домой, так домой. Знаешь, я думаю, что пауков очень неправильно понимают. Они могут выглядеть довольно страшно, но они никогда не атакуют людей, если не ощущают опасность. И это не говоря о том, что они мои лучшие помощники в саду, так как съедают многих насекомых, что вредят моим растениям. Все дело в балансе природы. Я помню, как давным-давно ты рассказал мне, что больной паук, большой паук, упал на твое плечо в момент, когда ты собирался нырнуть в озеро на нашем секретном месте. Я знаю, что этот паук наверняка выглядел для тебя страшно, но поверь мне, для него ты выглядел куда страшнее. Без обид, конечно, ха-ха. Откуда-то взялась целая куча пауков. Я чувствую, как они по мне ползают. Может, они просто здороваются? Привет, паучки, это я, ваш друг Безил. Ай, они кусаются. Ох, наверное, я пугаю их. Ну-ну, паучки, все в порядке. Я не сделаю вам больно. О, Господи, что с ним? Их так много, я не могу их стряхнуть. О, а море? А море? Пожалуйста, помоги. Маленький мертвый паучок. Он умер от грусти. Ничего себе маленький. А, ой. Я скучаю по тебе, Олег. Ты всегда был тем, кто мог меня выслушать. Мои проблемы, мои надежды, мои мечты. Ты знал их все. Так что, если ты еще там, пожалуйста, дай моим словам вновь тебя достичь. Мари, Мари, стой, Мари. О, лица нет. Лиц нет. Всех посмотрела. Ты хорошенько вздремнул.
Ох, Амори, это правда ты? Как ты меня нашел? А Кэл, Обри и Хира с тобой? Я так по вам скучал. Я рад, что домик на дереве все еще стоит. Все над ним так старались вместе. Пошли домой, Амори. Ты сейчас опять помрешь. Игрушка. 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 Книга. Игрушка. Игра. Карты. Печенье. Печенье. Тост. Кот. ТВ. Игра. Все что ли? Игрушка. Лифт. Лифт? Интересно, куда он ведет? Может, он отвезет нас домой? Хотя, пока мы здесь, могу я с тобой кое-чем поделиться, Амори? Погоди, Амори, я, кажется, застрял. Не мог бы ты мне помочь? Прости, братан. Кых. О, море. Брат, прости. Это точно последняя, да? У меня еще же есть. Где этот урод черный, который... Блин. Тут еще 3 двери. 4, 5. До хрена же еще. Блин, надо было считать, сколько дверей. Амори, пс, Амори, я здесь. Та-дам, не ожидал увидеть меня. Я прятался под этим пнем с тех пор, как сюда попал. Я не очень хорош в самозащите, но я, кажется, неплох в выживании.
В любом случае, я знал, что ты спасешь меня, Мори. И я уверен, что мы сможем отсюда выбраться, раз уж ты здесь. Это место выглядит немного опасным, но я доверяю тебе. Мы увидим, как ты умрешь. Эй, Мори, ты ведешь себя как-то холодно. Я сделал что-то не так. Море, мне совсем не нравится это место. Тут небезопасно. Но хотя бы мы здесь вдвоем, ха-ха. Мы бы здесь вдвоем. Хотя меня кое-что очень сильно беспокоит. Может меня выслушать. Сори, братан. Нет. Ой, блин. Извиняюсь. Не на ту кнопку нажала. Ты хочешь спать или бодрствовать? Если есть только два варианта. Ну, есть еще один, но... Но что? Что-нибудь еще есть тут? Это что такое? А, блин, зеркало было. А, ладно. Так, сначала посмотрим, потом берем ключ. Олег, мы переезжаем. Столько лет ты держал правду взаперти. Но что-то заставило ее просочиться. И дыра, которую она оставила, она не перестанет расти, пока ты не найдешь корень всего. Тот, кто видел правду, доведешь ли ты меня до него, Олег? Еще две двери, блин. Мари здесь. Базил здесь. Кэл здесь. Обри здесь. Так, одна дверь, да, осталась?
Здесь вроде ничего. Здесь ничего. А, Мори, ты здесь? Ох, я так рад. Я пытался найти выход, но только терялся снова и снова. Мне жаль, ты наверняка устал постоянно меня спасать. Может, мне стоило постараться? В любом случае, теперь, когда ты рядом, все в порядке. Пойдем домой. Качели. Давай, раскачайся. А, все что? Горка. Хотишь? Не хотишь? Все это время я просматривала свой фотоальбом, чтобы не скучать. Каждый раз, когда мне становилось страшно, я смотрела на наши счастливые воспоминания. Это очень помогло мне сохранять надежду. Мне кажется, что некоторых фото не хватает, но может я просто надумываю. Как там Обри, Кэл и Хира? Надеюсь, вы не слишком обо мне волновались. Не могу дождаться встречи со всеми. Они про тебя забыли. Хира, это ты? А, Мори, смотри, это Хира. Ты не говорил мне, что все уже здесь. Кэл, Обри, я так рад увидеть вас, ребята. Как ваши дела? Вы по мне скучали? Стоп, что? Что вы делаете? А Мори? Блин. Обри всегда получает то, что хочет. Привет, Амори. Мы надеялись, что ты скоро объявишься. Хочешь поиграть в карты с нами? Мы вот-вот начнем новую игру. Кэл и Обри снова ругаются. Можно было подумать, что со временем у них поубавится запала. Но они все еще полны энергии. Че, пойдемте драться, ребят. Все. Мы в зеркало только не посмотрели. Все остальное сделали. С великой силой приходит великая ноша для тебя и самых близких тебе людей. Кого ты оберегаешь, и стоит ли оно того? Ты снова себя укрыл, надежды, мечты и стремления, они для тебя ничего не значат? Белый шум. Все?
Проверка. Так, вроде все работает. О, твердый замороженный стейк. Хотите перекусить? Ничего, его теперь не стошнит на этот раз? Корзинка. О, боже мой. Что за Silent Hill? А Олег правда находится здесь. Ты бежал от нее как так долго. Но в этот раз мы предстанем пред ней вместе. Ой. Олег, почему все так закончилось? Олег, мне так жаль. Простишь ли ты меня, мой лучший друг? Хочешь спасти Базила? Спасать его или не надо? Спасай. Там что-то есть, оно зовет меня, и тебя оно тоже зовет. Давай пойдем вместе. Палец. Палец. Что тут везде пальцы разбросаны. Боже мой. Мне так жаль. Простишь ли ты меня, мой лучший друг? Пожалуйста, мне больно. Скажи им отпустить. Стой, что ты делаешь? Скажи им прекратить. Пожалуйста, скажи им остановиться. Помоги мне. Просто так прошелся на нем. А что этот Базил сделал? Interesting.
Что же случилось? Майламо Синдеру. Где Хиро? Блин, что же было в том зеркале, а? Может, ты помнишь? В одной из дверей. Меню выйти? Что ты меня напугать хочешь, да? А как выйти? Я не могу выйти. А, вообще закрыть. Идет. Прикольно. Новая игра. А что было в том зеркале? Мне интересно теперь. Скажи мне, что было в том зеркале, пожалуйста. Где вот там дверь была? Знаешь, я всегда любила вальсы, поэтому и выбрала эту песню на концерт. Но тебе она никогда не нравилась, да? То, как я часами сидела за пианино, все эти репетиции, проигрывание песни снова и снова. Когда ты в первый раз взял в руки свою новую скрипку, ты так хотел сыграть со мной. Но поспевать зачем-либо не так уж и легко. Песпеветь. Может, я слишком на тебя давила? Прости, мне хотелось, чтобы все было идеально. У нас так и не вышло сыграть на последнем концерте. Хочешь сыграть со мной сейчас? Ой, ты меня напугал, Олег. Прости, что вот так ворвался. Я могу поклясться, будто слышал музыку. Должно быть, тебе сильно не хватает Мари. Для меня это тоже трудно. Я до сих пор думаю о ней каждый день. Я просто не понимаю, почему она решила нас покинуть таким способом. Но я знаю, что она хотела бы, чтобы мы были счастливы даже без нее, такой уж она человек. Тебе правда стоит отдохнуть. Иди наверх, я скоро к вам присоединюсь. Концертный рояль. Посреди корпуса выгравировано слово о море.
М. Понятненько. Остался один день. Доброе утро, Олег. Проснись и пой. Я заметил список поручений от твоей мамы. И, сделал их все. Надеюсь, ты не против. А еще я завтрак приготовил. Спускайся, поешь, пока он теплый. Кэл уже вторую тарелку наворачивает. У тебя новое сообщение. Привет, Олег, это мамуля. Завтра великий день. Грузчики приедут первыми завтра утром. Я дала им ключи, так что если увидишь их, не пугайся. Не забудь сегодня закончить со сборами. Я заберу тебя на своей машине у порога. Просто выходи, когда будешь готов. Ладно, пока что это все. Мамуля тебя любит. Пока, сладкий. А сколько у нас денег осталось? Просрали $5. Утречка, Олег. Тебе стоит начать кушать, пока я все не умял. С беконом я уже покончил. Еще тарелка бекона с пылу с жару. Ого, это все мне? Спасибо огромное, бро. В зеркале ничего не было. Ну ладно. Кто бы это мог быть? Пойду открою дверь. Оно просто разбивалось. Зато я сейчас увидела ночью в зеркале там кое-кого. Это ты! Фу, что это такое? Какого лешего, Кэл? Что такое? Что там происходит? Чтоб тебя, Кэл. Теперь я вся измазана в яйцах. Это, прости, просто тебя я ожидал увидеть в последнюю очередь. К слову, что ты тут делаешь? Я как раз собиралась сказать. Дело это все Обри. Она не открывает ни входную дверь, ни черный вход. Даже не реагирует на камни, которые мы... Вчера она была очень расстроенной. Вы в этом точно как-то замешаны. Говорите, что вы с ней сделали. Ничего мы не делали. Проблема только в ней. Погоди-ка, Кэл. Если Обри настолько расстроена, мы должны хотя бы попытаться что-то предпринять. Речь об Обри. Мы же все общались с ней, когда были детьми. Тебя не было там, когда она толкнула Базила в озеро. Говорю же, она теперь совсем другая. Не стоит возиться с такими людьми.
Она и вправду изменилась, но это не значит, что я о ней не волнуюсь. И даже если она этого не показывает, уверен, Обри тоже о нас волнуется. Такой уж она человек. И я в этом не сомневаюсь. Сегодня последний день до отъезда Олега. И я никак не могу допустить, чтобы все так закончилось. Мы должны хотя бы попробовать с ней поговорить. Ну, я и Олег можем пойти с тобой, но говорить с ней будешь ты. Может, к тебе она и прислушается. Спасибо, Кэл. Эй, Ким, спасибо, что попросила нас о помощи. Ты хорошая подруга. А? Ты типа, ага. Почему бы тебе не пойти первой? Встретимся на месте. Окей, до скорого. В яйцах вся такая пошла. Ой, Олег. Олег, спасибо, что пустил нас переночевать и что провел свои последние несколько дней здесь со мной. Ты настоящий друг. Дай 5. Все. Так. О, господи, а где она живет-то? Я забыла. Алло, есть кто-нибудь? Если подумать, а мы когда-нибудь вообще были в Обри дома? Вроде нет, обычно она приходила к нам играть. Не помню, чтобы мы к ней ходили. Ау, Обри, есть кто дома? Ау. О, похоже, дверь открыта. Давайте зайдем. О, боже мой. Какой ужас. Ой, спасибо. Еще и мусор собираем. Мама Обри. Вон там еще. Зеркало. Привет, Обри, как ты себя чувствуешь? Какого черта вы тут делаете? Вон из моей комнаты. Прости, что вломились, мы ненадолго. Мы только хотели убедиться, что ты в порядке. Я в порядке. Я слышал всякое, но я хочу услышать об этом от тебя. Расскажешь, что вчера случилось? Да ничего не случилось. Ты толкнула Бузила в озеро. Ты же знаешь, что он не умеет плавать. Я не специально. Я просто хотела оттолкнуть его от тебя. Он мог утонуть. Я же сказала, это была случайность. Слушай, мне жаль, окей? Это ты везде появляешься и ведешь себя так, будто ты лучше всех. Ну, а ты обижаешь Базила и воруешь его вещи. Хватит вести себя так, будто все знаешь. Говорю же, это не твое дело. Но это мое дело. Ты и Базил, и все здесь, вы были мне лучшими друзьями. Были. Спокойно, спокойно, я вижу, в чем дело. Это типичная ссора Кэлла и Обри. Просто помиритесь уже. Вы же сотни раз так делали. Эй, это же недостающие снимки с Мари. Это все, что у меня от нее осталось. Но это не дает тебе права забирать их у Базила. Фотографии принадлежат ему. Но теперь уже поздно, хоть у нас и есть эти снимки. Я выбросила остальные. Их теперь, наверное, и след простыл. Неправда, Обри? Вот они, у Олега. Что? У Олега? Ну как?
Могу поклясться, что выбросила их в мусорку. Если, конечно, вы не... Ага, вы серьезно копались у меня в мусорке ради этой штуки? Это немного мерзко. Обри, давай вернем снимки с Мари фотоальбом. Все эти фото должны находиться вместе. Хиро забрал у тебя фотоальбом. Ну же, ребят, мы должны сделать это вместе. Так. Так много, блин, капец. Семейка Dead Инсайдов, короче. Да, хочу. Сегодня мне исполнилось 12 лет. Сначала я думал, что все забыли, но друзья подготовили мне сюрприз — клубничный торт. Чувствую себя таким счастливым. Этот год обещает быть хорошим. Еще одно общее фото. Снято после того, как я открыл все подарки. Мари подарила мне этот альбом, а ребята докупили пленки для фотоаппарата. Постараюсь ее все использовать. Ой, это мы уже читали. Мари и Хиро уснули на диване. Они такие милые, когда вместе. Надеюсь, они не будут против такой фотографии. Если бы отец Мари увидел это, он бы не на шутку разозлился. Хиро и Мари моют посуду после завтрака. Эти выходные мы отдыхаем у Мари и Олега. Последние дни на улице стало гораздо теплее, так что скоро мы пойдем в парк. Кэл сказал, что где-то за зарослями есть тайная полянка с озером, и мы собираемся на нее посмотреть.
А это мы обнимаемся с плюшевыми игрушками Олега. Их так много. Это вроде читала я. Вот и наступил последний день марта. Устроили пикник с Мари в нашем секретном месте у озера. Мари решила всех сфотографировать. Улыбочку. После еды уснули все, кроме меня, Хира и Мари. Во время съемки произошло кое-что неприятное. Ну, спасибо, Гектор. Надо будет это чем-нибудь заклеить. Застал Мари, несущую Олега домой после школы. Наверное, он уснул в автобусе. Мне показалось это невероятно милым, и я сразу же достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть столь уникальный кадр. Иногда я тоже хочу себе братика или сестренку. Мари учит нас плести венки, Олег и Кэл держат тот, который она сделала для примера. Он безупречен, не правда ли? Жаль, что сама Мари так не считает. Олег и Кэллу надоело делать венки, и они куда-то убежали. А вот мы с Обри очень быстро наловчились. Все говорят, что этот венок мне очень идет. И думаю, одного цветка будет достаточно. Ой, мои милые, это не читали. Это читали. Мари купила фруктового льда на всех. Олегу достался лимонный, Хира получил со вкусом корневого пива, Кэл апельсиновый, Обри арбузный, а Мари виноградный. Мне дали банановый. На вкус ничего так. Кружок из нашей обуви. Сможете угадать, где чья? Мари сказала, что хочет загореть. Я боюсь задремать на солнце, потому что очень легко обгораю. Я не знаю, что делает Кэл, но кажется, у него все хорошо. Хиро уснул прямо на Мари. Устал после заплыва. Что ж, похоже, Мари так и не получит свой загар. Мы уже собирались уходить, но я успела сделать еще одно фото Хиро и Мари. Такие счастливые, они просто созданы друг для друга. Работает, да, все. Все вроде работает. Ой, что-то пропустила? Нет. Мари сказала, что это большой жук-олень. Он упал прямо с дерева и всех напугал. Хиро боится даже смотреть в его сторону. Отдыхаем в нашем новом домике на дереве. Олег наконец-то начал читать книжку, которую я ему показывал. Я бы хотел собираться здесь каждый день, но, к сожалению, каникулы вот-вот закончатся. Надеюсь, следующим летом мы будем отдыхать здесь почаще. Отправились в Хоббисы за новым выпуском Капт Космопарня. Этот комикс сейчас безумно популярен. Уверен, в школе все только о нем и будут говорить. Играем в карты с Кэлом, Хиро и Обри. Так легко угадывать, что им попалось, они совсем не умеют сдерживать эмоции. Мари испекла нам печенье с шоколадной крошкой. На вкус, как всегда, восхитительный. Кажется, мне повезло, но об этом еще никто не знает. Олег крепко обнимает Мари. Она готовится поступать в колледж, поэтому занимается допоздна. Мы с Олегом стали много гулять вместе, но я уверен, что не все еще скучают по Мари. Он все еще не все. Мари готовится к большому выступлению в следующем месяце. Мы собрались посмотреть на репетицию. Это будет первое совместное выступление Олега и Мари. Но я знаю, что все пройдет отлично. Мы будем поддерживать их из зала. Мари сделала маленькую ошибку и засмущалась. Ничего страшного, Мари, просто продолжай играть, никто даже не заметит. После долгих уговоров Олег начал готовиться к концерту вместе с Мари. Хе-хе. Им еще есть над чем поработать, но их игра уже звучит прекрасно. Я знаю, что они справятся. Вперед, Мари, вперед, Олег. У вас все получится. Да. Вот, теперь все на своих местах. Одного снимка, похоже, не хватает, но хоть все остальное снова на месте. Ну, разве вам от этого не легче? А нам и вправду было очень весело вместе, а? Ага, похоже на то. Чего вот она перекрасилась? Простите, ребят, я вела себя как последняя дура. И ты меня прости, Обри, я тоже ужасно к тебе относился.
Отлично, извинения приняты, теперь мы все снова друзья. Кто хочет обняться? Хватит, Хиро, не сейчас, не позорься. Откажусь, спасибо. Нам осталось только проведать Бузила. Надеюсь, ему стало лучше. Обри, учитывая все, что рассказал Кэл, думаю, ты должна перед ним извиниться. Да, знаю. Спасибо, Обри, я рад, что ты снова с нами. А теперь уходим из этого дома. Ладно. Ура, команда снова в сборе. Йоу, Обри, как ты? Привет, Ким, я в порядке. Спасибо, что всех здесь собрала. Эй, ребят, Обри здесь. Йоу, Обри, чувствуешь себя лучше? Мы для тебя даже ирисок приберегли. Что там произошло? У тебя все лицо красное. Хочешь, я кое-кому вмажу? Не волнуйтесь обо мне. Простите, что я вас игнорировала. Эх, да ничего страшного, мы просто рады, что ты в норме. Да, Шарли? Угу. Обри, идем тусить в парк. Я хочу показать тебе пару приемчиков, которые я изобрел. Я всю ночь их тренировал. Звучит весело, но может позже. Мне нужно сначала разобраться с другими делами. Обещаю, мы потусим завтра. О, ладно, ну тогда увидимся позже. Обри, только не заставляй нас слишком долго ждать. Знаешь же, что не стану, Ким. Вернусь так скоро, что и глазом моргнуть не успеете. Привет, Полли, как там Базил? Мы хотели с ним сегодня провести время. О, всем привет. Боюсь, Базила сейчас нет дома. Он в больнице. Что? Что произошло? Прошу прощения, позвольте объяснить. Базил в больнице посещает свою бабушку. Вчера вечером ее увезли в реанимацию. О, нет, соболезную. Не знаете, когда он вернется? Не уверена, наверное, ближе к вечеру. Простите. Вы не против, если мы заглянем попозже? Мы очень о нем волнуемся. Конечно, не против. Пожалуйста, приходите в гости. Думаю, Базил был бы рад друзьям дома. Я рада, что у Базила есть друзья, которые так о нем заботятся. Да, пустяки, друзья должны поддерживать друг друга. Так ведь, Обри? Угу, точно. Но мы скоро зайдем. Увидимся, Полли. Хорошо, до скорого. Полли. Что ж, видимо, нам придется ждать его возвращения. Чем займемся? Я не против просто потусить. Тогда я голосую за то, чтобы потусить в помещении. То сегодня слишком жарко. Ага, пожалуй, мы можем немного посидеть у нас дома. И когда жара спадет, сходим посмотрим на наш домик на дереве. Точно, мы просто обязаны это сделать. Тем более теперь с нами Обри. Наш старый домик, да? Давненько я там не была. Ага, и мы не были. Мы хотели сходить туда вчера, но на улице было уже слишком темно. Как насчет тебя, Олег? У тебя были на сегодня планы? Это твой последний день, так что ты должен командовать парадом. Точно, ты сам должен решать, как провести свой последний день в горизонте. Веди нас, Олег. Все, ребята, идем на кладбище. Ой, не туда иду, что ли? Йоу, готова к сегодняшней вечеринке? Увидимся там. Вечеринка. Нет, правильно. Минси не отрывается от наброска. Боюсь, сегодня не будет проповеди, но не стесняйтесь использовать это место, чтобы собраться с мыслями. Здесь рады каждому.
Наша любимая Мария, солнце светило ярче, пока ты была рядом. На этой могиле не хватает цветов. Хочешь поднести цветы на эту могилу? Эй, Мария, это снова я. Олег, Кэл и Хира тоже здесь. Обри, ты часто посещаешь могилу Марии? Да, пытаюсь, но порой это бывает трудно. Вы ведь тоже иногда ее навещаете? Время от времени. Но может теперь мне стоит навещать ее почаще? Эй, Хира, как ты себя чувствуешь? Я в норме. Я рад, что мы пришли сюда вместе. Эй, Мари, прости, что не навещал тебя. Я, наверное, был эгоистом. Прошло столько времени, но я все еще очень сильно по тебе скучаю. Прости, что меня не было рядом. Пожалуйста, прости меня. Хира, не стоит так себя винить. Да, если понадобится, мы всегда рядом. Спасибо, ребята. Не волнуйтесь за меня, ладно? Вот, это тебе, Мари, от всех нас. Сейчас заплачу. Духи воюют весь день, я молюсь за эту округу. Кому-то сегодня горевать. Тут тоже написано о море. Что за эти шарики? О, привет! Я тебя помню. Ты тот мальчик, что помог выбрать обои для нашего дома. Вижу, ты привел друзей. Если вы на вечеринку, мне жаль, еще рановато. Ох, блин, простите, тогда мы вернемся чуть позже. Нюх, а? Вы это чуете? Кажется, что-то горит. Простите, секундочку. В общем, вы, ребята, случаем не знаете, как готовить? Мне бы не помешала рука помощи. Вам нужна помощь с готовкой? Но сегодня ваш счастливый день. Мой брат Хира изумительный повар. Он определенно сможет что-то вам состряпать. Хе-хе. Разве? Ох, спасибо, пожалуйста, входите. Простите, что так утруждаю. Я впервые готовлю для такого количества людей и немного волнуюсь. Без проблем. Мы обязательно поможем, да, ребят? Да? Ох, ну хорошо, погнали, команда. Для всех найдется работа. Чего? Секундочку, даже мне? Ну, конечно, мы всегда вместе готовили, когда были детьми, не так ли? Большое вам спасибо. Можете использовать все ингредиенты. У меня их, правда, не так уж много. Не волнуйтесь, я знаю, мы сделаем что-нибудь вкусное. За работу. Так, точно, капитан. Вау, чем тут так вкусно пахнет? О, привет, Шон. Наши новые друзья помогают мне приготовить еду для сегодняшней вечеринки. Ну, кажется, вы, ребята, прекрасно справляетесь. Я закончил снаружи, так что позвольте мне тоже помочь. Теперь мы можем готовить все вместе. Ничего себе. Готово. Благодаря вам эта вечеринка будет просто чудесной. Еще раз спасибо вам за помощь. Вы все такие хорошие люди. Без проблем. Спасибо, что доверили нам вашу кухню. С вами было очень приятно готовить. Да, было очень весело. Не могу дождаться вечеринки, лишь бы поесть этого всего. Мы будем вас ждать. Берегите себя. Мяу. Ой. А что, так можно легко зайти, что ли? Опа.
что? Типичный номер 85 был полностью открыт. Что это за пас такой? Эй, отойдите. Вы не видите, что я смотрю телевизор? Ничего, что мы так легко зашли к тебе. Что же это было неожиданно? Большая ракушка. Если поднести ее к уху, то можно услышать шум моря. Привет, Кэл и Олег. Если увидите ракушки, можете принести их мне. Их тут сложновато найти, но обещаю сделать так, чтобы оно того стоило. Не это, что ли? Ракушки еще какие-то надо. Мой последний пирог немного странно пах, когда я вытащила его из духовки. Надеюсь, я не теряю хватку. Что за ракушки? Пиу-пиу-пиу. 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 Что такое? Что-то не так, Хира? А, понятно, где-то в комнате притаился паук. Не волнуйся, Хира, сейчас разберусь. Где же этот мерзкий маленький? А, блин, ничего себе, какой маленький. Ага, попался. Все хорошо, Хира, можешь успокоиться, паука больше нет. Покажи. А? Ты что-то сказал, Хира? Покажи мне паука. А, точно. Вот, смотри, видишь, он правда мертв. Я спущу его в туалет, хорошо? И вот и я, но уже без паука, волшебство. Фух, слава богу. Хира, похоже, твой страх пауков ухудшился. Тебе стоит над этим поработать. Что если паук появится, а меня рядом не будет? Ах, ты правда думаешь, что такое может случиться? Блин, Хира, в такие моменты мне кажется, что старший тут я. Кроватка Салли, над ней висит маленький самолетик. Где родители? Где все? Так, если к этим можно зайти, что там у них?
Ничего интересного. Ну, я хочу просто сейчас посмотреть все, что есть. Пытаюсь весь день пройти эту игру, но мне все надирают задницу. Эх, почему так трудно найти то, в чем я, великий Мэверик, действительно хорош? Сейчас посмотрю, может, что-нибудь есть интересненького. Ну-ка, сейчас тучку. О, Господи. Ох, так, посмотрим, что тут есть. Когда Биби, угрожающая девочка, когда Биби рассказала мне о своем возлюбленном, я поняла, что должна увидеть его сама. Пока что он не появился, но Биби сказала, что мы ищем кого-то с очевидно фальшивым светлым париком. Эх, у Биби довольно плохой вкус в парнях. Когда будет следить за ней, когда я уеду назад в колледж? Чё? Я так странно прочитала. Я рассказала своей сестре о моем возлюбленном. Она хотела, чтобы я показала его, поэтому мы стоим там, где он обычно гуляет со своими друзьями. Вот родители этого. Ну, привет, мальчики, приятно видеть, что вы наконец-то уделяете мне время. Пожалуйста, останьтесь ненадолго. Погода сегодня лучше некуда. Ох, блин, Кэл, твой старик такой дурак. У нас прекрасный пикник, но я забыл самый важный ингредиент – мясо. Можешь сбегать во Внезия маркет за этим старым добрым дешевым продуктом? Вот, держи деньги, просто поговори с мясником в конце магазина, он тебе поможет. Совсем не как у Марии. Салли скорчила странную рожу. Не-не-не-не-не-не. Эй, Олег, прости, что так грубо с тобой обошлась. Я совсем не ожидала снова тебя увидеть, хотя мне и самой это кажется дурацкой отговоркой. Надеюсь, у тебя все хорошо. Уверена, тебе самому было трудно с этим справиться. Иногда я думаю, что должна была тогда быть рядом с тобой. Не знаю, когда мы наконец сможем справиться со смертью Мари, но нет ничего страшного в том, чтобы делать это потихоньку. Позволить себе прочувствовать все эмоции и быть терпеливым. В общем, я хочу сказать, что я все еще за тебя волнуюсь. Я подумала об этом с тех пор, как тебя увидела. Мне кажется, ты выглядишь бледным и немного худым. Обещай, что после переезда будешь почаще выходить на улицу, ладно? А ты знаешь такую игру Доки-Доки? Ну ладно. Зачем мы собираем этот мусор? Жизнь сейчас достаточно напряженная, но наблюдение за людьми помогает мне расставить все по полочкам. Наверное, мне стоит почаще приходить в этот парк. Пожалуй, иногда для успокоения стоит отвлечься от суеты. Ой. Я обожаю бананы, мог бы таращиться на них день напролет.
Надеюсь, я не оставил вас в смятении. Подождите, я куплю попить. Нет, нет, не то. Чего? Ты выбираешь газировку, но пропускаешь старый добрый апельсин Джо? Да как ты можешь? Фу, ты все еще пьешь апельсин Джо? Он ведь ужасно сладкий, будто сделан специально для мелких детей. Ах так, раз он сделан для мелких детей, то почему содержит 150 миллиграмм кофеина? Учись, Обри. Неважно. Все знают, что апельсин Джо мерзкий на вкус. Ты наверняка, единственный в мире, кто покупает эту дрянь. А вот теперь ты переходишь на личности. Как ты смеешь оскорблять моего друга, апельсина Джо, когда ты в последний раз его вообще пробовала? Ух, я тебе покажу. Кэл, ты что творишь? Эй, у этой банки дизайн 5-летней давности. И она просрочена? Я же говорила, никто его не покупает. Не волнуйся, мой славный апельсин Джо, несмотря ни на что, я выпью тебя до дна. Минус желудок. Вкуснотень. Ты отвратителен. Хе-хе. И ты должен мне $1. Да, дам позже. Отдаст он, ага. Спасибо, пацан, то, что нужно. Из этого получатся вкусные гамбургеры. Вам всем стоит зайти к нам вечерком. Вы обязаны попробовать эту вкуснотищу. Ну а пока веселитесь. Пока сегодня лучше некуда. Погода. Пока. Что еще можно посмотреть? Оливковая шапочка. Похоже, что автобус сегодня опаздывает. А ты вообще правильно стоишь? Так, ну тут, наверное, ничего интересного, да, нет? Или в этот зайти? Хотите почитать комиксы с друзьями? Понятненько. Опачки. Это чей дом? Они что, сестры? А, нет, она же с братом вроде живет, да? Ким. А это просто типа фотка подруг, да? Сестры, не в тему. Как я уже говорил, представляешь, и ее, но потом, угу. Это как тот раз, когда мы, да, а потом, честно думаю, да, определенно. Вообще не замечают. Коврики для йоги. Йога помогает укрепить связь между душой и телом человека, по крайней мере, так говорила мама. Что это было?
последнее слово техники в мире тиховарок. Идеально подходит для занятия мам. Для занятых мам, по крайней мере, так говорила в рекламе. Так говорилось в рекламе. Ладно, ничего интересного. Монетка. Ладно, все. Похоже, солнце скоро сядет. Хочешь посмотреть на домик, Олег? Ого, я так понимаю, ты и правда уезжаешь, Олег? Ты теперь, видя твой дом, я как-то внезапно это осознаю. Но для тебя переезд должен быть уже давно был в планах. Надеюсь, с- надеюсь, там ты сможешь найти душевный покой, ну или немножко счастья. За эти годы накопилось много несказанных слов и болезненных воспоминаний, которые мы держали в себе. Но несмотря на это, я рад, что мы снова смогли стать друзьями. Я счастлив, что мы все здесь и можем пройти через это вместе. Все хорошо, Хира. Я пойду первым. Эй, Олег, когда переедешь, если тебе не сложно, смог бы ли ты... Обри, Олег, вы идете? Хотя, неважно, пустяки. Пахай. Так, значит, здесь Мари. Да, именно здесь. Кажется, это было так давно. Я все еще помню тот день, как вчера. Это был очень загруженный день. Утром мы с мамой ездили покупать одежду и обувь, ходили по магазинам и вернулись только вечером. Я тоже помню этот день. Папа отвел меня к парикмахеру. Ах да, ты и твой папа тоже там были. Мы к чему-то готовились, да? Да, готовились. Мы собирались на музыкальный концерт, на котором собирались выступать Мария и Олег. Он должен был быть той ночью, но вечером, когда мы вернулись домой... Столько времени прошло, я все еще не понимаю, почему она это сделала. Я не думаю, что мы когда-либо сможем понять. Эй, ребят, давайте пойдем дальше. Ой, те, кто дело совершает это, никогда не говорят об этом. Хочет, точнее, совершить. Роскомнадзорница. Ого, это место знавало лучшие времена, но, похоже, все лежит не на тех же местах. Тут все наши старые вещи. Эй, гляньте-ка, тут наши игральные карты. В карточных играх мне не было равных, правда же? Мистер Жаклабан. Ух, какой же ты грязный. Посмотрите на все эти книги. Так вот куда делись мои поваренные книжки. Ай, кажется, я наступил на Джекс. Эх, хорошие были времена. Зачем нам тут тостер?
А вот и последняя фотка. Don't forget it's in the toy box. Ты положил ключ от коробки с игрушками в карман. Эй, смотрите, Олег нашел наши фото. Мы выглядели такими счастливыми. Вроде как в фотоальбоме не хватало одного снимка. Это, наверное, он? Да, ты прав, Кэл. Доставай фотоальбом, Олег. Нужно его вернуть. Воспоминания Базила. Вот, теперь фотоальбом снова весь собран. Знаете, это, наверное, последний раз, когда мы вместе соберемся в этом домике. Раз уж мы закончили фотоальбом, стоит его в последний раз пролистать. Хорошая идея, Хира. Фотоальбом у нас в руках, почему бы и нет? Да, Олег? Давайте начнем с первой страницы. Опять? Сколько можно уже? Та-дам! Все лето мы занимались постройкой домика на дереве на заднем дворе у Олега, и сегодня он наконец-то закончен. Хира со своим отцом сделали большую часть работы, но мы с Обри вырезали бумажные цветы на окна. Можно сказать, что все потрудились на славу. Ох, Мари, как я по ней скучаю. Я тоже скучаю. Эй, не киснуть, ребят, вы чего так расстроились? Посмотрите, мы снова вместе. Мари была бы рада за нас. Да, ты прав, была бы. Эх, вот бы и Базил был с нами. А? Ты чего, Обри, что такое? Старая обувь Кэл, он постоянно забывал свои вещи у тебя дома. Цветы из бумаги Обри и Базил сделали их вместе. Бейсбольная бита. Мари раньше играла в софтбол, но перестала, когда повредила себе колено. Йо-йо, ты умел только выгуливать собаку. Старый телевизор. Кэл затащил его сюда, но был очень разочарован, когда обнаружил, что не может им пользоваться. Куда она так умчалась? Знаете, когда все разошлись куда-то, мне было очень одиноко. Но теперь я понимаю, что это я толкнула всех от себя. В первые месяцы после того, как умерла Мари, все очень сильно поменялось. Олег и Базил стали более замкнутыми. Кэл завел много друзей, занимаясь спортом, а Хира все время занимался учебой. Я была так зла на то, что жизнь продолжалась. Мне казалось, что все меня бросили и бросили Мари, но я не понимала, что каждый справлялся с болью по-своему. После того, как Олег перестал ходить в школу, я увидела, как Базил сидел один на обеде. Тогда я спросила его, не хочет ли он вместе позаниматься уроками у него дома. Сначала он был немного не уверен, я стала его уговаривать, и в итоге он согласился. Прогулка до дома была такой тихой, Базил даже не смотрел в мою сторону, и когда мы пришли к нему в комнату, я попробовала поговорить с ним, но он сказал, что ему нужно в уборную, и убежал. И тогда я заметила его старый фотоальбом на книжной полке. Я просто хотела взглянуть на фотографии, потому что, думаю, я просто хотела снова увидеть нас всех счастливыми. Но когда я его открыла, оказалось, что Базил исчеркал все фотографии черным маркером. Я не могла поверить, он исчеркал даже лицо Мари. Все наши воспоминания, мне казалось, что он их уничтожил. Я была очень растеряна и очень зла.
Я подумал, что он спятил. И вместо того, чтобы попытаться его понять, я украла фотоальбом и начала называть его психом. И со временем не я единственная стала его обзывать. Теперь я чувствую себя мразью. И знаете, с тех пор я только и делала, что пыталась оборвать все связи. Это даже смешно. Мое поведение было хуже того, что натворил Базил, но злилась на него именно я. Я такая дура. Гоменасай. Работает. Проверка. Ой. Эй, все хорошо, Обри. Мы все ошибаемся. В то время я правда не понимал, что происходит. Я боялся, что каким-то образом сделаю только хуже, и поэтому решил держаться подальше от всего этого. Прости меня, Обри, и ты прости меня, Олег. Я был хреновым другом. Ты был тогда еще очень маленьким, Кэл, но вот я, как самый старший, должен был позаботиться о всех вас. Я просто... Ах, ничего, все нормально. Теперь все здесь, так что все хорошо. Я не заслуживаю таких друзей, как вы. Не говори глупости, Обри. Конечно, заслуживаешь. Все это время было очевидно, что ты беспокоилась за нас. В смысле, взгляни на снимки из фотоальбома. Нигде не видно никаких следов маркера, о которых ты говорила. Все наши лица на них в абсолютном порядке. Не думаю, что они сами себя почистили, правда ведь? Все хорошо, Обри. Я обещаю, что отныне я всегда буду рядом с тобой. Да, я тоже обещаю. Нам всем стоит быть рядом друг с другом. Как она так очистила маркеры с полароидных фоток. Эй, а знаете что? Думаю, сейчас самое время для больших совместных обнимашек. Обнимашки! О да, я в деле. Подождите-ка. Кто не спрятался, мы не виноваты. Нам позже стоит проверить, не вернулся ли Базил домой. Мне нужно перед ним извиниться, и думаю, прямо сейчас. Он тот, кому мы нужны больше всего. Равняйся. Лучшее. Она что, кирдыкнулась? Ох, слава богу, вы вернулись. Что случилось? Ну, Базил вернулся, но он со мной не разговаривает. О нет, мы можем как-нибудь помочь? Сложно сказать, когда Базил вернулся, он сразу ушел в свою комнату и запер дверь. С тех пор я от него ни слова не добилась. Может, ему нужно побыть одному, но я не знаю, я просто волнуюсь. Может, вы попробуете с ним поговорить? Конечно, мы что угодно сделаем, лишь бы помочь. Спасибо вам, заходите, не стесняйтесь. Базил ни с кем не общался в последнее время, так что я уверена, что ему одиноко. Приятно знать, что у Базила есть друзья, которые так заботятся о нем. Угу. Привет, Базил, это Хира. Со мной Кэл, Обри и Олег. Мы все хотим тебя увидеть. Мы можем тебе как-нибудь помочь? Мы можем? Прости, хотели, чтобы ты знал, что мы здесь. Если что-то понадобится, только скажи, ладно? Эх, наверное, он хочет побыть один. Простите, что беспокою вас.
Не волнуйтесь за нас, Полли, такое со всеми бывает. Если я что-то за последние пару дней выучила, так это то, что друзья должны друг друга поддерживать. Привет, Базил, это Обри. Я просто хотела сказать, мне ужасно стыдно за то, как я с тобой обращалась. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Нам нужно знать, что ты в порядке. Думаю, ради него мы должны остаться здесь. Да, в последний раз мы ошиблись, бросив друг друга, когда больше всего были друг другу нужны. В этот раз мы будем вместе. Полли, мы можем остаться на ночь? Ох, вот вы так добры, конечно, можете. Думаю, Базил это очень оценит. Я знаю, это очень много для него значит. Круто, я занимаю диван. Ах, все происходит так быстро. Ну ладно, раз уж Кэл на диване, все остальные в спальниках. Их у меня много. Я схожу за ними. Почему это ты на диване? Ну, так, я первый его забил. Ай, больно же. Ладно, ничего нет. Well. Что они там переглядываются? Так, проверю тут. О. Эй, Олег, знаю, ты, наверное, представлял свою последнюю ночь в городе по-другому. Но я хочу сказать, что даже если ты уезжаешь завтра, мы всегда будем друзьями. О, как же это вот избито, Хира. Эй, я просто говорю то, что думаю. Хе-хе, Хира всегда был сентиментальным, как и ты, Обри. Чё сказал? Ха-ха, как приятно снова вместе проводить время. Я был очень занят учебой и колледжем. У меня больше нету времени заводить друзей. Ну, у тебя всегда есть мы, наверное. Видишь, я был прав. Погляди-ка, кто тут сентиментальный. Ну да, это правда. Я точно знаю, что мы будем помогать друг другу. Я знаю, что Мари сейчас тоже с нами. Вот такая вот стоит с таким лицом. Знаете, я надеюсь, что мы увидим Базила до твоего завтрашнего отъезда, Олег. Было бы здорово попрощаться с ним как следует. Ага. Вау, блин, я уже спать хочу. Опять он уснул. Так быстро. Что за... Он что, уже уснул? Ага, типичный Кэл. В плане сна он ни капли не изменился. Эй, Олег, спасибо тебе за все. Тебе, наверное, не просто покидать свой дом спустя столько времени, но я очень ценю, что ты решился на это ради нас. И да, завтра большой день. Надеюсь, ты не слишком волнуешься из-за переезда. Если что, мы можем помочь. Жизнь налаживается. Нужно оставаться позитивными. Жизнь налаживается, говоришь? Эй, Олег, после того, как ты уедешь, тебе стоит, наверное, хоть иногда приезжать в гости. Да, мы тогда вместе поедим сэндвичи, или, может, сходим в парк, или на пляж, или просто посидим, посмотрим телевизор. Как знать, мы можем сделать что угодно. Звучит неплохо. Думаешь, мои новые друзья смогут присоединиться?
Конечно, смогут, Обри. Можешь и не спрашивать. Чем больше, тем лучше. Ну вы чего, ребят, уже спать пора. Да-да. Доброй ночи, ребят. Спокойной ночи, Кэл. Спокойной ночи, Обри. Спокойной ночи, Олег. Увидимся завтра. Сейчас страшная рожа будет. Не беспокойся. Все будет хорошо. Ты простишь меня? А за что, мой лучший друг? Чего он сделал? Он что, сам эту Мари повесил, что ли? Пожалуйста. О нет, опять белое пространство. Что-то Дрекс, Олег, The Shadows. Ой. Что-то смеется.
Олег фокусируется. Последний босс. Там Мари стоит. Трясется. Что-то качается по ветру. Ты чувствуешь, что твоя жизнь в опасности. Ой, боже мой. Легкие сжимает. Сердце колотится в груди. Твои пальцы не шевелятся. Твое дыхание успокаивается. Твое сердцебиение успокаивается. Ты собираешь всю свою смелость и учишься преодолевать. Олег, ты наконец-то здесь. Я всегда мечтала о том, что ты вернешься за мной, но может уже слишком поздно. Правду того дня будет сложно принять. Когда ты увидишь ее, ты должен оставаться сильным. И если сможешь, пожалуйста, прости меня. Получили фотоальбом Базилова. One day left.
перевели что-то. На следующем. Блин, я хочу уже сейчас закончить, чтобы завтра уже что-нибудь другое играть. Там долго будет, что ли? А, да? Часик-два. Или что, или завтра. Ну, тебе как? Нормально? Если ты устал, тогда давай это. Я просто хочу этот поскорее закончить, чтобы этот завтра другой что-нибудь играть. Это кто тут стоит? М. Да, человек дышит ровно. Ужасные снимки. Этот человек не дышит.
Олег, не волнуйся, все будет хорошо. Чё у него этот человек не дышит? Календарь Марии, сегодня день концерта. Ау. О, Господи. Что происходит? Кто не дает тебе подойти ближе? Он что, ее с лестницы столкнул, что ли? Пипец. И типа спроецировал этот, что она якобы это того, да? А при чем тут Базил? Базил типа фоткал, что ли? Что это? Что за святой дух? О, ужас какой-то просто. Это просто какой-то кошмар. А чё я не могу ничего сделать? А. Пачки.
Это от него такие следы были. А что, если бы я не открыла дверь Кэллу еще в самом начале? Лжец, реально. Лжец, лжец, лжец. Молчание золота, да? Ужас. Просто ужас какой-то. Ну что ты, рад, Амори? Зачем он это сделал? Как будто голова висит. Ну, мы уже поняли. Вот это что такое, я вот не пойму. Зеркало, что ли? Они вдвоем несли ее. Это... О, боже мой. Вот оно это что. М. Олег, это всего лишь ты. Я рад, что ты пришел. Так приятно тебя видеть. Она появилась в тот день, когда умерла Мари.
Когда Мари упала, ты не мог этого сделать? Это было что-то за твоей спиной, правда? Ты хороший человек, Олег. Я знаю, что хороший. Хороший человек такого бы не сделал. Через столько лет ты наконец-то вернулся ко мне. Но завтра ты уезжаешь. Как ты мог? Это жестоко, Олег. Очень жестоко. Ах, что-то окружает нас. Ты это видишь, Олег? Отсюда нет выхода, да? Куда ты? Хватит пытаться уйти от меня. Хватит, хватит, хватит. Я не хочу быть один. И опять. Ты не бросишь меня снова. Нет, ты меня не бросишь. Это же не похоже на тебя, Олег. Это опять что-то за твоей спиной, да? А, вот оно. Видишь? Убирайся. Не подходи ко мне, Олег. Я защищу тебя любой ценой, Олег. Положись на меня. Когда что-то убило Мари, когда что-то испортило все мои фото, я ничего не сказал. Я не хотел, чтобы люди думали, что это ты, Олег. Олег бы не сделал такого. Не волнуйся, Олег, я снова тебя спасу. Что-то за твоей спиной, я избавлюсь от него раз и навсегда. Олег, не бойся, я тоже боюсь, но так будет лучше. Все будет хорошо. Все будет хорошо. О, боже мой. Это что, последний босс? Ты попытался успокоиться, но твои легкие отторгают воздух. Тебе хочется бежать. Но бежать нельзя. Ты пробуешь сосредоточиться, но тошнота подступает к горлу. Тебе хочется бежать. Олег, нам не убежать от этого, верно? Нет, конечно. Ты пытаешься устоять, но ты больше не можешь держаться. Тебе хочется бежать. Скажи мне, Олег, это делает меня эгоистом? 15 евро. Олег, ты меня ненавидишь? Тебе хочется бежать. Пожалуйста. Хватит. Хватит сопротивляться, Олег. Я так устал. Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Друг друга, короче, убивают. Что тут можно будет? Почему? Почему ты не останавливаешься? Ай, жесть. Нету. Друг друга потыкали. Придурки. Сейчас он будет как... А, нет. Думал, он сейчас будет как Канеки. Мы в раю. Привет, Олег. Ты нашел путь домой? Не знаю, говорил ли я, но мне жаль, что я доставила тебе столько проблем. Когда я отдал тебе фотоальбом, мне правда хотелось, чтобы он был у тебя. Но почему-то каждый раз, когда я пытаюсь помочь, я только обременяю тебя. Даже тогда. Вся наша боль, вся вина в наших сердцах. Даже если попытаешься все запечатать, оно все равно как-то выбирается наружу. Я хочу сказать, что все будет хорошо, что нам остается только продолжать жить. Но решать тебе. Обрик, Эл и Хира хорошие друзья. Верь, что они нас простят. Может, в это и трудно поверить, но... Снимки в моем альбоме не просто снимки, это настоящие воспоминания. Наши воспоминания, свидетельство нашей дружбы. Дорожи этими фотографиями и помни о том, что ты хочешь защитить. Ага, прости, похоже, я опять тебя обременяю. Путь к твоему будущему скоро откроется, но только ты можешь решить, как поступить в конце. Может, это и немного, но я буду болеть за тебя. Олег, давай создадим новые воспоминания, ладно? Такой маленький этот. А где этот той-бокс?
Олег, время почти пришло. За эти несколько дней ты через многое прошел. Должно быть, ты устал. Мы все совершаем ошибки, и ты уже давно бежишь от этого. Иногда тут трудно их признать, но ты же простишь себя, правда? Ты сможешь, Олег. Ты очень старался, чтобы прийти к этому. Осталось всего одно дело. Знай, что я всегда буду присматривать за тобой, хорошо? Пока ты обо мне не помнишь... Ой, пока ты обо мне помнишь, я буду рядом. Хорошая киса. Ты сможешь, Олег. Ты очень старался, чтобы прийти к этому. Осталось всего одно дело. Знай, что я всегда буду. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. М. М. Ты получил скрипку. Пряди длинных черных волос запутались меж струн. Ты получил нотный лист. Бумага изодрана и сморщена от крови. Но прочитать ноты еще можно. М. А где она? Поэтому там лестницу показывали. Типа в его страшных этих. Такую длинную-длинную лестницу. Господи. Да, как раз то, что мне нужно. Ой-ой, мои карты выглядят не очень. Ты не можешь просто брать и говорить такое вслух, Кэл? Будь поспокойнее. А, ты когда подкрасться успела, Мари? Я только что пришла сюда, дурашка. Вот, я всем печенье принесла. Базил, ты что, фотографируешь? Ох, да, хе-хе. Блин, не надо меня снимать, когда я страдаю. Ох, не драматизируй, Кэл, это всего лишь карточная игра. Хе-хе, а? Еще фото, и что смешного? Ты от нас что-то скрываешь, Базил? Не беспокойтесь, вы очень скоро узнаете. Чё, маленький, что ли? Мистер Жак Лабан. Печеньки Мари лучше, да, Олег? Ох, Ира, не стоит льстить, я же знаю твои печенья лучше моих. Эй, это все субъективно. Печенье Мари, печеньках Мари запечено гораздо больше любви. Я мог бы есть их целую вечность. Ой, прекрати, Хира, ты меня смущаешь. Ты посмотрел в карты Базила, у него валет и туз. Никому не говори, хорошо?
Ты посмотрел в карты Кэлла, у него 4, 6 и 6. Не смотри, Олег, это просто ужасно. Эх, я проиграю, не так ли? Ты посмотрел в карты Обри, у него 2, 5 и 10. Что думаешь, Олег, что же мне сделать? Решение. Ты уверен, что хочешь уйти? Опа. Это читали. Календарь. Все. Да что такое? Обри и Базил сделали их вместе. Да. Ты вспомнил запах свежеиспеченного печенья. Оно пахло еще лучше от осознания того, что Мари сделала его сама. Скрипка частично восстановилась. Мы что, сейчас по всем фоткам, которые нас фоткал Базил, будем ходить? И вот арбуз разрезан. Давайте, ребята, возьмите по ломтику. Ура, спасибо, Хира. Посмотри на себя, большой и сильный мужчина. Ох, не сейчас, Мари. Уху, ничто не сравнится с хорошим сочным арбузом в жаркий летний день. Эй, не снимай меня, пока я ем, Базил. Ах, извини, Обри, просто подумал, что ты выглядишь мило. Я покажу тебе фото, когда оно будет готово. Ну ладно, хорошо, я верю тебе, Базил. Привет, Олег, хочешь посмотреть на фото Обри? Обри такая милая, правда? Фу. Фу, мерзость какая. Перестань меня косточками плеваться, Кэл. У тебя косточки по всему лицу. Ладно, а как тебе это? Фу. Перестань, Обри. Что там было? Не успел. Дай им поиграть, Хира, они просто друг друга дразнят. Помнишь, как у нас было, когда мы были младше? Я постоянно прятала жуков в твоем столе, чтобы посмотреть на твою реакцию. Ты всегда был таким смешным. Стой, так это была ты. Ой, упс, у меня теперь проблемы, Хира. Из-за тебя у него теперь страх пауков, блин. Ребята, вы чего? Мы же на пляже. Тут отдыхать надо. Ну, сохраниться можно. Ой, сумка, Обри. Ты вспомнил вкус арбуза. Он был еще вкуснее, когда ты его ел со всеми вместе с жарким летом. Похоже, все уснули. Кажется, остались только мы трое.
Все должны быть чувствуют себя сонными после того плотного перекуса. Спасибо за то, что приготовил еды на нас всех, Хира. Ох, это пустяки, я просто практикуюсь. Рад, что вам понравилось. Однажды ты станешь всемирно известным шефом и будешь готовить мне кучу вкусной еды. А? Погоди, разве? Конечно, я верю в тебя, Хира. Но если ты так думаешь... Я рада, что ты стал чаще пользоваться камерой, Базил. Вижу, это хобби тебе по душе. Да, думаю, это довольно классно, если немного разобраться. Погоди секунду, на этом фото что-то странное. Нюх-нюх. Гектор, как ты мог? М. Мгм. Эй, Олег, можно с тобой посоветоваться? Я очень люблю готовку и все такое. И Мари всегда говорит, что я хорош, но мои родители хотят, чтобы я стал доктором. Как думаешь, я должен стать шефом? Ага, наверное. Мы все еще юны, и мы должны мечтать о большем, да? Ну да, у моей мамы будет что сказать на этот счет. Эй, Олег, я сделал фотографии всех нас чуть ранее. Хочешь посмотреть? Этот снимок мог бы быть таким классным, но Гектор просто обязан был его испортить своей какашкой. Эх, может быть, заклею скотчем попозже. Привет, младший братик. Извини, мы тебя разбудили. Во сне ты казался таким умиротворенным, как, когда ты был совсем малышом. Что это там лежит? Печенье Марии. Уйду я от вас. Ты вспомнил чувство от сна у Мари на коленях. Он был еще лучше, потому что ты знал, что, несмотря ни на что, Мари всегда тебя защитит. Ой, это сделаем. Привет, Олег. Привет, Бызил. Чего вы двое так долго? Прости, мы увлеклись игрой в эту новую штуку, где нужно драться друг с другом через те ручные камни. Бызил, сфоткай мой дождевик. Ух, ладно, секунду. Тебе нравится, Олег? Это мой любимый цвет розовый. Фу, розовый ужасный цвет. Неправда, Кэл, сам ты ужасный цвет. Сам ты понимаешь, что сказала? Сама ты понимаешь, что сказала? О, Олег, я тут вспомнила. Мы с Марией говорили о том, что хотим покрасить волосы вместе. Мария говорит, что хочет покрасить свои фиолетовый. Фиолетовый? Хочешь узнать, какой цвет выбрала я? Розовый. Стой, ты хочешь сказать, что покрасишься в розовый? Фу, это странно. Как такое вообще может в голову прийти? Не знаю, я просто думаю, что это было бы мило. Мари тоже так думает. Никогда не пойму вас и ваши идеи. Я думаю, розовый тебе очень пойдет, Обри. Как думаешь, Олег? Олег говорит, что считает розовый лучшим цветом. Видишь, даже Базил и Олег согласились. Теперь среди нас странный ты и Кэл. Фея, подумаешь. Ты сказал, вы с Базилом играли в ту игру с ручными камнями. Может, мне тоже стоит этим заняться? О, знаю, почему бы нам не сходить в Хоббис, проверить, что у них нового? Ура, все решено. Однажды я покрашусь в розовый, но точно не скоро. Мой отец довольно строг с такими вещами. Что такое, Олег? Хочешь взглянуть на фото? Ты всегда просишь показать фотографии Обри, когда я их делаю. Я, кажется, чую небольшую влюбленность. Ты чувствуешь, как твои уши краснеют. Хе-хе, не беспокойся, я ничего не скажу. Нем, как рыба. До свидания. Да блин, куда идти?
Ладно, домой пошел. Нельзя. Ой, жесть. О, вперед уходишь, Олег. Не волнуйся за нас, мы тебя догоним. Ты вспомнил стук капель дождя по твоему зонту. Он успокаивал еще сильнее, когда ты знал, что стоишь рядом с лучшими друзьями. Ой, люблю дождь. В нем не видно слез. Ты уверен, что не хочешь быть на фото, Олег? Олег немного стесняется камеры. У всех нас такое бывает, правда? Все в порядке, Олег, ты привыкнешь. Вау, этот торт выглядит шикарно. В этот раз ты превзошел сам себя, Хиро. Ура, спасибо, Хиро, обожаю клубнику. Базил, что хочешь загадать? Эй, такое не спрашивают, Обри, а то желание не сбудется. Чего, это так работает? Ну, в таком случае я желаю, чтобы Кэл получил одни пятерки в школе. Эй, так нельзя. Желание? Ну чего же я желаю? Все, что мне нужно, уже здесь. О, придумал. Думаю, я загадаю... Шучу, это секрет. О, но я хотела бы знать. Ребята, если мы не поспешим, свечки растают. Все готовы петь? Да, конечно. Мари, ты хотела начать? Конечно. И раз, два, три, четыре. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, милый Безил. С днем рождения тебя. Уху, задувай свечи, Безил. Загадай желание. Ты вспомнил улыбку Базила, который вот-вот задует свечи. Но еще ты вспомнил, что когда Базил загадал желание, ты тоже кое-что загадал. В тот момент ты пожелал, чтобы все были счастливы. Снег пошел. Что у нас? Ой. Сколько уже там? О, ничего себе, сколько уже. Жесть просто. Ого, новый баскетбольный мяч. Спасибо, бро. Без проблем, Кэл. Можешь облагодарить меня хорошими отметками в школе. Ага, можешь на меня рассчитывать. Ладно, Олег, твоя очередь открывать свой подарок. В этом году ты получаешь всего один подарок от всех нас. Может, он и не выглядит грандиозно, но нам всем пришлось на него копить. Да, мы с Базилом продавали печенье с лимонадом летом, а я с Мари подрабатывали в пекарне, если ты помнишь. Мне приходилось доставлять газеты по утрам где-то 3 месяца. А ты знаешь, как я ненавижу рано вставать? Мы знаем, что, возможно, это все звучит очень внезапно и напряжно, но прошло довольно много времени с тех пор, как ты перестал играть на скрипке. Мари сказала нам о том, как ты всегда садишься в одну комнату с ней, когда она играет на пианино. И я даже застал то, как ты пытался играть на своей детской скрипке, но она была уже слишком мала для тебя. В любом случае, это была идея Базила, но мы все постарались достать очень хорошую скрипку. Так что да, мы надеемся, тебе понравится, Олег. Это тебе от всех нас. Та-да, это твоя собственная скрипка. Надеемся, что тебе понравится, Олег. Давай попробуй сыграть на ней.
Ты почувствовал дрожь пальцев, как будто само по себе твое тело приготовило скрипку для игры. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ты вспомнил тревожное чувство в своем сердце, когда ты сыграл первую ноту на новой скрипке. Оно тебя испугало, но ты не обратил внимания, потому что они в тебя верили, и несмотря ни на что, ты не хотел их огорчать, потому что они твои друзья. Скрипка вернула свою форму. Наконец-то. Битва. Олег, ты наконец-то здесь. Такие малыши. С этого момента выбор только за тобой. Знаешь, до того, как мы встретились, я никак не могла никуда влиться. Даже после того, как мы все стали друзьями, я все время думала, что однажды вы меня покинете. Привет, привет! Но даже когда остальные были заняты своими делами, у тебя всегда находилось время для меня. Ты мог часами меня выслушивать. Я всегда могла положиться на тебя в этом. Знаю, что в последние годы мы друг друга не видели, но ведь это можно изменить. Люди постоянно говорят, что я толстокожий или немного легкомысленный. Но если ты не против, я чуть толстожопый не прочитал. Я всегда буду рядом. Олег, мы знаем, что ты не из тех, кому нравится брать на себя ведущую роль. Тебе и правда было тяжело, но тебе нужно немного довериться и нам. Просто то, что ты совершил что-то плохое, не означает, что ты плохой человек. Тебе пришлось так долго жить с этой болью, и ты сдерживал это все в себе. Да, намного легче игнорировать свои проблемы, но нет ничего такого в том, чтобы плакать из-за них. Наступят лучшие времена, жизнь станет лучше, и ты можешь стать тем, кто сделает ее таковой. Что бы ни произошло дальше, это будет твой выбор. Ой, они повзрослели, что ли? Но мы здесь ради тебя, потому что ты сам этого хочешь. Что я даже не заметила, как они повзрослели. И мы очень надеемся, что это не прощание. Насколько бы ты глубоко не закопал свои чувства, они всегда всплывут рано или поздно. И то, как ты поступишь с этими чувствами, будет твоей правдой. Эй, Олег, ни пуха, ни пера, ладно? Что бы ты в итоге не выбрал, мы всегда будем желать для тебя только лучшего. Помни о нас, мы поддержим тебя. Ты сможешь это сделать, Олег. Обещаю, что не брошу тебя до самого конца. Да, думаю, мы навсегда останемся лучшими друзьями. Ты же не против, да? Так, ну, тут сохранюсь, наверное. Вопросики. Мы верим в тебя, Олег. Пустой пупитр. Хочешь разместить на нем свой нотный лист? Пюпит. Сцена готова. Хочешь сыграть на скрипке? Сыграть, да? Ой, блин, капец. Ой. Во время битвы.
Ща усну нафиг. Ой, капец. Не плакай. Умори. М? А долго так идти? Э, Чего? А что такое? Чего он не кончается? А, блин. Вот так. Бежать или? Ой, надо, чтобы он бил меня или что? Ну-ка. Все нормально, да? Ты должен умереть. Хм. Или надо было нет нажать? А, блин. Ладно, сейчас еще раз. А, ой. Все, я понял. Ладно, сейчас тогда. Только не спойлери.
Вспомнил слова Кэлла. Друзья должны помогать друг другу. А море не сдался. Аллегро можешь использовать только Ра без биса, а с бисом 3. Надеюсь, ты найдешь покой или типа счастье. Ты принес столько страданий, ничего с этим не делаешь. Ты ничего не даешь взамен. Ау. Твои друзья никогда тебя не простят. Они бросят тебя, как ты бросил их. И это то, чего ты заслуживаешь. Умри, Амори. Пук. Амори не сдался. Говоришь себе, что не хочешь напрягать других, но правда в том, что ты эгоист. Ты просто не хочешь, чтобы люди полагались на тебя. Ты вспоминаешь обещание Хира. Последний раз мы ошиблись, составив друг друга, когда были нужны друг другу больше всего. В этот раз мы будем вместе. Когда ты начнешь думать о других, как долго им придется о тебе заботиться, говоришь, что тебе не все равно, но это ложь. Ты никогда не делал ничего для других. Ты бесполезен. Даже меньше, чем бесполезен. Ты ненормальный. Такие, как ты, не заслуживают жизни. О, Господи, что у него там сзади? Ты вспомнил надежду Базила. Может, однажды все снова будет как прежде. Твои друзья ошибаются насчет тебя. Тот, кого они любят, вовсе не ты. Ты заставляешь их верить в ложь, чтобы себя защитить.
Ты всего лишь лжец, и когда они узнают правду, они возненавидят тебя так же, как ты ненавидишь себя. Узная неправду, и ты больше никогда не сослужишь их доверия. Что бы ты ни делал, все безнадежно. Ты только делаешь все хуже. Было бы лучше, если бы ты умер. Было бы лучше. Мгм. Что-то сложно. Да блин, я уже нажала, да. Ой, блядь, не то. Ой, извиняюсь за мат. Воюю. Ю-ю-ю-ю. Шуй-шуй-шуй. Шуй-шуй-шуй. Ну, урон маленький дает он мне.
Что сзади тварь стоит? Ёлки-палки, блин. Эта игра никогда не кончится, господи. Ну, короче, Амори победил, да? Понятно. Типа игра заново начинается, да? Ну, игра заново начинается ж. Типа вот это по кругу у него, короче, идет вот это постоянная, да, вот эта штука. Он все борется, борется с собой, но никак не может побороть, да? Ой. Угу. Не, сейчас будет веселье. О, только белый шум. А, лампы нету, точно. Смотри-ка ты. Ну-ка, ну-ка, давай. Что там? А что они со мной не разговаривали? Опа, без глаза. Далеко падать? Хочешь прыгнуть? Чтоб заснуть, глаза закрой. 1, 2 и 3. А если б я победила море? В бой. Там можно так? Как же сильно я хочу уснуть, но глаза никак мне не сомкнуть. Сладкого сна, сладкого сна, сладкого сна, сладкого. Еще главное песня на русском. Сладкого сна.
Сладкого сна, о, сладкого сна, хоть это и нелегко. Сладкого сна, о, сладкого сна, хоть это и нелегко. Аригато гозаимас. Исполнение кавера на там. Кто там? Кира? А моря нету. Фу. Я думала, мои сохранения этовались. Крашнулись. Где? Ой. Чё, попробуем подраться? Еще раз. Там вообще можно его победить или нет? Ладно, давай. Если не получится, тогда это похер, короче. Мгм. Сладкого сна, о, сладкого сна. Ух, 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 ух. Жалко, это нельзя пропускать. Ой. Не плакай о море. Ой, блин, как где там? Я... Ой. Здравствуйте.
урон уменьшился. Страшный такой, да. Два. 4. Сзади него эта хрень ему помогает, походу. Он будет постоянно меня так делать. Не сдается. Капец. Он уже какой-то черный стал. Так вспомнил просьбу Марии. Ты же простишь себя? Что там? Ты убил Марию. Она любила тебя, а ты ее убил. Кира ее любила, ты убил ее. Обри ее любила, а ты убил ее. Кэл ее любила, ты убил ее.
Базил ее любил, а ты убил ее. Ты ее любил, и ты убил ее. С Багуизя. С Багуизя. Ну, успокойся ты, блин. Мы сейчас проиграем. Походу не получается. Короче, ладно, наверное. Может, там есть концовка на ютубе. А, да? Я уже хотела смотреть. А. М. Я думала, мы проиграли. Опа-на. Да уж, родился брат и убил сестру. Найс вообще.
Растворился о море. Спасибо. Лакает. Эта игра когда-нибудь закончится, нет? Очень-очень мягкая кровать, сейчас не время спать. Немного гостинцев от Дафни и Боуэна. Вкуси этот хлеб, и пусть силы вернутся к тебе. А потом заходи к нам поиграть. Пустая кровать. Канеки Кен. Дверь заперта. Дверь заперта. Опа-на. Он не захотел туда пойти. Друг друга побили, блин. Теперь с этим всю жизнь им жить. Капец просто. Я должен вам кое-что рассказать. Еще день, луч солнца на лице. Еще день совсем один. Без меня пройдет день. Просыпаться сложно для меня. Каждый день мне сложно засыпать, и мысли не дают никак уснуть. И
воспоминания хорошие и нет, меня пленят. Столько вещей, что я хочу вернуть. Может быть, уже мне не спастись. И пусть боль не уйдет, и пусть мне тяжело, продолжу жить. Пора проснуться с добрым утром. Еще день, луч солнца на лице, еще день совсем, совсем один. Без меня пройдет день, просыпаться сложно для меня. Special thanks you. You. Thanks for playing. Аригато гозаимасу. Мне вам надо кое-что сказать. Тут такое дело. В общем, мы с сестрой повздорили, и я сбросил ее с лестницы, а потом пришел Бызил, и мы такие, а давай, чтобы ребята не подумали, что ты ее убил, мы ее повесим на дерево и сделаем вид, как будто она повесилась. Давай, ладно, что делать-то? Ну ладно, все. Пошли мы потом с Базилом, повесили Мари на дерево, короче, и все, и вот так вот. Вы же нас простите, да? И этот... Лицо Обри. Хира. Кэл. И все. Ух, стоит, блин. А чё со двумя глазами? Как мне игра? Ну, интересная задумка. Слишком, конечно, прям много этих всяких штучек, дрючек. Я такое не очень люблю, если честно. Ну, нормально, в принципе. Как как Final Fantasy, вот я недавно тоже прошла, тоже очень долго проходила. Я думаю, может, на Ютубе посмотрю потом сама, как там что было. Ну, если будет интересно. Я пока хочу от этой игры уже отойти, она у меня уже здесь вот. А так, прикольная игра. Чё там? Слово дрочки, этот чат хочет мне не разрешить такое. Чё там? Ай, меня вот этот мир фантазии вообще прям не очень. Ах, к себе. Ой, жесть, конечно. Это было жестко.
Оказывается, еще какое-то было сообщение. Просто этот YouTube скрыл его. Какой-то чел писал. Он, наверное, уже вышел. Ага, когда он только стал играть, на секунду подумал, что где-то рядом комар. Вот дебил. Дебил. Что там? Там вообще отдельный сюжет происходит. Но ты справилась, поздравляю. Базиба. Но без тебя бы я, наверное, не справилась. Ой, я бы, наверное, еще долго-долго бы играла бы и такая думала, что за херня вообще? И потом забросила бы, наверное. Я не хочу играть в такую игру. И все. Чё дальше, какую будем играть? И так 25 часов сидела. Считай, день за море просидела. Мэтт Фазер может поиграть потом. У меня там еще какие-то эти есть достижения. Ой, надо игру закрыть. Какую-нибудь легкую, не сильно напряженную игру. Да, вот надо какую-нибудь такую. Мэтт Фазер может. У меня тут 13 достижений из 21, когда я успела получить. Я вышла, оказывается, на первую плохую концовку и на вторую плохую концовку. А тут еще есть See the True Ending и See the If Ending. Еще 2 концовки какие-то есть. Можно будет попробовать потом, завтра, наверное. Что еще? Все, наверное. Эти же я еще хотела. Трэш Хоррор Коллекшн поиграть. Завтра тогда Медфазер. Там поиграем, побегаем. И потом эти Трэш Хоррор Коллекшн поиграем тоже. Угадай, сколько у меня? 3 часа ночи, капец. На сотни часов. Ну там игры-то быстрые хотя бы. Там ни с кем драться не надо, там просто пугалки. У меня вот есть Трэш Horror Collection, Трэш Horror Collection 2. Я думаю, мы их быстро пройдем. Еще есть Red Valley. Это тоже от тех же разработчиков. Короче, я все их игры купила. И еще от их есть Blood Camp называется. Короче, вообще прям дофигища это. Всякого дерьма. Не всегда, и их много. Может, завтра хорроры эти. Ну, посмотрим, короче. Может, эти хорроры реально. Реально. Ме-ме-ме. Куда-то фокус пропал. Ну ладно. Ой, ну все, короче. Я спать. Оказывается, этот... Ой. Ой, что я сделала? Ладно. Ага, все тогда. Спокойной ночи. Спасибо,
что сидели, смотрели. И спасибо тем, кто посмотрит в записи. Все, все, всем пока. До завтра.